Ужасный чеснок, эпизод 7. Проклятие Тутанхамона. Захватывающая история любви, археологический кошмар. Пролог. В золотых объятиях сумерек, в тихой тишине, укрылась долина царей, вневременное хранилище чудес и загадок древности Египет. Его холмистые пески хранят в себе остатки ушедшей эпохи, нашептывая истории о величии и тайнах тем, кто осмеливался их слушать. Среди молчаливых стражей, усеивающих пейзаж, никто не обладал больше интригой и очарованием, чем гробницы Тутанхамона, памятник славе и великолепию прошлого Египта. В тот вечер долина, казалось, затаила дыхание в ожидании, словно осознавая важные события, которые вот-вот развернутся. Доктор Джонатан Риверс, опытный археолог, известный своим опытом в раскрытии тайн древнего мира, стоял на пороге гробницы Тутанхамона. Рядом с ним его команда бесстрашных исследователей приготовилась отправиться в путешествие во времени, вооружившись факелами, инструментами и непоколебимой решимостью раскрыть тайны, скрытые внутри. Когда солнце опустилось за горизонт, озаряя небо каскадом золотых оттенков, Риверс повел свою команду в самое сердце гробницы. Их шаги легко отдавались эхом от древних каменных стен. Воздух был пропитан запахами пыли и старины, неся с собой ощутимое чувство предвкушения и благоговения. Мерцающий свет факелов освещал проходы, открывая замысловатые иероглифы, выгравированные на стенах, свидетельство мастерства древних египтян. Каждый символ, казалось, рассказывал историю, фрагмент повествования, затерянный в песках времени, ожидающий, чтобы его собрали воедино те, кто осмелился отправиться в глубины гробницы. По мере того, как они спускались дальше в темноту, температура, казалось, падала, вызывая дрожь по спине Риверса. Тем не менее, он продолжал двигаться вперед, его любопытство и решимость вели его вперед. Потому что он знал, что в гробнице Тутанхамона лежит ключ к разгадке тайн, которые оставались скрытыми на протяжении тысячелетий. Наконец они достигли внутренней комнаты, где в молчаливом покое лежал саркофаг Тутанхамона, купаясь в мягком свете их факелов. Его золотая поверхность блестела в темноте, свидетельствуя о богатстве и могуществе древних фараонов. На мгновение Риверс замер в трепете перед зрелищем перед ним, восхищаясь красотой и сложностью мастерства, вложенного в его создание. И все же, даже восхищаясь великолепием саркофага, он не мог избавиться от чувства беспокойства, грызущего край его сознания. Ибо он знал, что в этой позолоченной гробнице лежало нечто большее, чем просто останки давно умершего короля. Тутанхамон был похоронен вместе с невообразимыми сокровищами, артефактами и реликвиями, которые содержали ключ к разгадке тайн прошлого Египта. Но было что-то еще, что-то более темное и зловещее, скрывающееся в тенях, проклятие, наложенное на гробницу, чтобы охранять ее тайны от любопытных глаз. Риверс чувствовал его присутствие, злобную силу, которая, казалось, обвелась вокруг него, угрожая поймать его в свои объятия. И все же, несмотря на зловещую атмосферу, окружавшую его, Риверс почувствовал прилив волнения, пробегающий по его венам. Ибо он знал, что стоит на пороге открытия, способного изменить ход истории, шанса разгадать тайны прошлого и пролить свет на тайны, которые оставались скрытыми на протяжении тысячелетий. И вот, когда последние лучи солнечного света исчезли с неба, погрузив долину во тьму, Риверс дал молчаливую клятву раскрыть тайны гробницы Тутанхамона, чего бы это ни стоило. Ибо судьба его Египет, а возможно, и всего мира висела на волоске, и только он имел ключ к раскрытию истины. Глава 1. Древняя любовь и проклятие. Часть 1. История любви Тутанхамона. В туманном свете египетского солнца шумным город Тебес кипел жизнью, на его улицах кишели торговцы, ремесленники и священники, занимающиеся своими повседневными делами. Среди городского шума, в стенах королевского дворца, развернулась история любви, о которой будут шептаться в залах вечности на протяжении тысячелетий. Тутанхамон, молодой фараон, пришедший к власти в нежном возрасте, стоял на балконе своих покоев, глядя на раскинувшийся внизу мегаполис. Хотя на его лбу лежала тяжесть короны, мысли его были далеки от вопросов государства и управления. Вместо этого они задержались на той, кто держала его сердце в своих нежных руках, Анхесинамон, его любимой принцессе и королеве.
С того момента, как их взгляды встретились в переполненных залах дворца, Тутанхамон понял, что Анхесинамон суждено стать его королевой. Она представляла собой воплощение неземной красоты. Ее черные волосы волнами спадали на стройные плечи, глаза сверкали умом и остроумием. Их ухаживания были вихрем украденных взглядов и шепота, тайными встречами, скрытыми от любопытных глаз придворных. И когда Тутанхамон наконец признался ей в любви под звездным небом, Анхесинамон ответил взаимностью с пылом, который зажег его сердце. Вместе они создали связь, преодолевшую границы времени и пространства, любовь, которая была такой же вечной, как сами звезды. В тихие минуты, проведенные среди богатства дворца, Тутанхамон и Анхесинамон наслаждались обществом друг друга, их смех смешивался с музыкальными мелодиями, эхом, разносившимися по залам. Но их любовь была не без испытаний и невзгод, поскольку правление Тутанхамона было наполнено испытаниями и опасностями на каждом шагу. Тень наследия его отца нависла над ним, накрывая покровом неопределенности его правления. А в тени, невидимые и неслышимые, скрывались те, кто стремился подорвать его авторитет и заявить право на трон. Тем не менее, несмотря на все это, Тутанхамон и Анхесинамон стояли вместе. Их любовь была маяком надежды в мире, окутанным тьмой. Вместе они столкнулись со своими врагами и выдержали штормы, которые угрожали разлучить их, и их связь крепла с каждым днем. Но даже когда их любовь расцвела, над их счастьем нависла тень, проклятие, наложенное на них силами за пределами их понимания. Ибо Тутанхамон в своей мудрости и дальновидности предпринял шаги, чтобы защитить свою любимую принцессу и их будущее потомство от вреда. И вот, накануне их союза, когда они стояли под звездами и обменивались клятвами вечной преданности, Тутанхамон призвал силы богов, чтобы защитить их от вреда. Он наложил проклятие на их могилы, мощное заклинание, которое гарантировало, что их души останутся связанными вместе на всю вечность, вне досягаемости рук смертных. Они мало что знали об истинных масштабах наложенного ими проклятия и об ужасах, которые разразятся после него. Стремясь защитить свою любовь, Тутанхамон и Анхесинамон невольно запустили цепь событий, которые отразятся в анналах истории, определив судьбу Египта и всех, кто жил в его границах. Но сейчас, когда они стояли вместе под огромным пространством ночного неба, их сердца сплелись в любви, которая не знала границ. Тутанхамон и Анхесинамон не обращали внимания на тьму, которая ждала впереди. Все, что имело значение, это здесь и сейчас, их любовь, их преданность и обещание будущего, наполненного бесконечными возможностями. Глава 1. Древняя любовь и проклятие. Часть 2. Происхождение проклятия. Когда солнце опустилось за горизонт, озарив небо оранжевыми и малиновыми оттенками, Тутанхамон и Анхесинамон стояли вместе в священных покоях дворца. Их сердца были отягощены тяжестью предстоящей судьбы. Мерцающие факелы вокруг них отбрасывали на стены танцующие тени, придавая происходящему атмосферу торжественности. С чувством решимости, рожденным любовью и долгом, Тутанхамон обратился к любимой принцессе. Глаза его загорелись внутренним огнем. «Анхесинамон», — сказал он, и его голос резонировал с властью короля, — «мы стоим на краю пропасти величия, но наш путь полон опасностей. Боги благословили нас любовью, которая превосходит время и пространство, но даже они не могут защитить нас от махинаций наших врагов». Анхесинамон смотрела на своего возлюбленного с непоколебимой преданностью, ее сердце наполнялось гордостью при виде человека, который однажды будет править рядом с ней как фараон. «Мой господин», — ответила она мягким, но решительным голосом, — «вместе мы сильнее любого врага, который осмелится бросить нам вызов. С тобой я не боюсь тьмы, потому что наша любовь будет маяком, который проведет нас через шторм». И вот, сплетя сердца своими узами, которые невозможно разорвать, Тутанхамон и Анхесинамон начали плести нити судьбы, которые свяжут их вместе на всю вечность. Под руководством своих самых доверенных советников они отправились в путешествие в глубины древней магии в поисках средств защитить свою любовь от сил, стремившихся разлучить их. В тусклом свете храма Исиды, богини любви и плодородия, Тутанхамон и Анхесинамон преклонили колени перед священным алтарем, сложив руки в мольбе.
Вокруг них воздух гудел от божественной силы, осязаемого присутствия, которое, казалось, окутало их своими теплыми объятиями. «Великая Исида», — пропел Тутанхамон, его голос эхом разнесся по священным залам храма, «мы умоляем тебя даровать нам твое благословение, чтобы наша любовь могла длиться вечно. Защити нас от зла, которое скрывается в тени, и защити наши души от вреда, ныне и во веки веков». Анхесинамон присоединила к своему голосу свой голос, ее слова были шепотом молитвы, эхом разнесшейся в тишине храма. «Благослови нас, Айсида», — взмолилась она дрожащим от волнения голосом, «и дай нам силы противостоять любым испытаниям, которые могут встретиться на нашем пути. Вместе мы преодолеем все препятствия, ибо наша любовь вечна и нерушима». Тронутая искренностью их мольб, богиня Исида благосклонно посмотрела на молодую пару, ее сердце тронула глубина их преданности. Взмахом руки она призвала силы древних богов, создав вокруг Тутанхамона и Анхесинамона защитный барьер, который защитил бы их от вреда на всю вечность. И вот, выйдя из храма, залитые золотым светом заходящего солнца, Тутанхамон и Анхесинамон поняли, что их любовь навеки скреплена узами магии судьбы. Но они мало что осознавали истинные масштабы силы, которую они высвободили, и последствия, которые последовали за ней. Стремясь защитить свою любовь, Тутанхамон и Анхесинамон невольно запустили цепь событий, которые отразятся в анналах истории, определив судьбу Египта и всех, кто жил в его границах. И когда они стояли вместе под огромным пространством ночного неба, их сердца были полны надежды и решимости, они не обращали внимания на тьму, которая ждала впереди, ожидая, чтобы поглотить их в свои ледяные объятия. Глава 2. Современные раскопки. Часть 1. Открытие гробницы. Солнце пустыни безжалостно палило над долиной царей, его неумолимые лучи отражались от золотых песков, простиравшихся настолько далеко, насколько мог видеть глаз. Несмотря на угнетающую жару, в воздухе висело чувство волнения и ожидания, которое ощущалось среди команды археологов, собравшейся на этом месте. В течение многих лет они трудились под палящим солнцем, движимые надеждой найти одно из самых неуловимых сокровищ истории – гробницу короля-мальчика Тутанхамона. Возглавил экспедицию доктор Джонатан Риверс, опытный археолог, чья репутация раскрывателя древних тайн могла сравниться только с его непреклонной решимостью. Своими острыми голубыми глазами, затененными широкополой шляпой, и суровым лицом, на котором были отмечены следы бесчисленных экспедиций, Риверс осматривал это место со смесью гордости и беспокойства. Это было дело его жизни, кульминация многих лет исследований, пота и настойчивости. Пока команда устанавливала оборудование и готовилась к работе, Риверс не мог не почувствовать приступ ностальгии. Впервые он приехал в долину царей, будучи молодым аспирантом, полным амбиций и мечтаний раскрыть тайны древнего Египта. Теперь, десятилетия спустя, он был на пороге того, что могло стать самым значительным открытием в его карьере. Это место кипело от активности, рабочие тщательно расчищали мусор и песок, постепенно приближаясь к тому, что, как они надеялись, должно было стать входом в гробницу Тутанхамона. Среди них текли реки, выражая слова поддержки и гарантируя, что будут приняты все меры предосторожности для сохранения целостности этого места. Пустыня умела хранить свои тайны, но она также могла быть неумолимой к тем, кто относился к ней с величайшим уважением. К полудню команда обнаружила ряд ступенек, ведущих в землю, и их волнение росло с каждым новым открытием. Ступени были изношены и покрыты столетиями песка и мусора, но в их значении нельзя было ошибиться. Это было необычное место захоронения, это было нечто гораздо большее. «Доктор Риверс, вам нужно это увидеть!» — крикнула одна из его ассистенток, молодая женщина по имени Сара Мичел, которая быстро зарекомендовала себя как один из самых многообещающих членов команды. Риверс поспешил туда, где стояла Сара, всматриваясь в открывшееся узкое отверстие. Его сердце ёкнуло, когда он увидел то, что лежало перед ними, запечатанный дверной проем, поверхность которого была украшена замысловатой резьбой и иероглифами, которые намекали на личность обитателя гробницы. «Вот и все», – прошептал Риверс, чувствуя трепет и неверие, охватившие его. «Мы нашли это».
Остальные члены команды собрались вокруг, их лица светились волнением и предвкушением. Это был момент, которого они все ждали, кульминация многолетней тяжелой работы и самоотверженности. Дрожащими руками Риверс протянул руку и смахнул последние остатки песка с дверного проема, обнажив картуш самого Тутанхамона. Картуш овальной формы, содержащий иероглифы, обозначающие имя короля, был безошибочен. Теперь не могло быть никаких сомнений, они нашли могилу мальчика-короля. На мгновение команда стояла в ошеломленном молчании, каждый участник погрузился в свои мысли и эмоции. Это было открытие, которое изменит ход истории, и оно запомнится будущим поколениям. Но даже когда они наслаждались своим триумфом, их охватывало чувство торжественности и благоговения. Они не просто обнаружили древнюю гробницу, они шагнули в прошлое, в место последнего упокоения короля, которого почитали и которому поклонялись в свое время. «Ладно, все», — сказал Риверс, его голос был твердым и авторитетным, несмотря на охватившее его волнение. «Нам нужно действовать с максимальной осторожностью. Это невероятно деликатная и значительная находка, и мы должны уважать святость гробницы и ее обитателя». С предельной точностью команда приступила к документированию места происшествия и подготовке взлома дверного проема. Камеры были установлены для записи каждого этапа процесса, а археологи тщательно каталогизировали каждый обнаруженный артефакт и обломок. Риверс контролировал каждую деталь, его мозг размышлял о последствиях открытия. Шли часы, и солнце начало опускаться ниже в небо, и этот момент наконец настал. Запечатанный дверной проем был тщательно расчищен, и команда приготовилась войти в гробницу. Риверс глубоко вздохнул, чувствуя, как на него давит тяжесть истории. Это было оно, кульминация многолетней работы, момент, который определил его карьеру. Твердой рукой Риверс взял золотой молоток и осторожно постучал по краям дверного проема. Древняя печать, нетронутая на протяжении тысячелетий, начала поддаваться, и последним решающим ударом дверной проем был пробит. Из гробницы вырвался поток спертого воздуха, неся с собой запах древности и шепот прошлого. Команда затаила дыхание, пока Риверс медленно толкнул дверь, открывая темноту за ней. Он включил фонарик, луч пронзил мрак и осветил внутреннюю часть гробницы. От того, что они увидели, у них перехватило дыхание. Прихожая была наполнена невообразимыми сокровищами, золотыми статуями, мебелью с замысловатой резьбой и множеством артефактов, которые говорили о величии и богатстве правления Тутанхамона. Все прекрасно сохранилось, нетронутое временем. Зрелище одновременно впечатляющее и унизительное, свидетельство мастерства и артистизма древних египтян. Но даже когда они восхищались сокровищами перед ними, в воздухе витало дурное предчувствие. Риверс не мог избавиться от ощущения, что они вторглись в нечто священное, что гробницу нельзя было потревожить. История о проклятии, наложенном на могилу Тутанхамона, эхом отдавались в его голове, и он задавался вопросом, какие последствия могут повлечь их действия. Несмотря на свои опасения, Риверс продолжал настойчиво вести свою команду глубже в гробницу. Они двигались с предельной осторожностью, документируя каждый шаг и следя за тем, чтобы ничего не было нарушено или повреждено. Когда они исследовали вестибюль и его содержимое, Риверс не мог не быть поражен масштабом своего открытия. Это была находка, которая выпадает раз в жизни и навсегда изменила их представление о Древнем Египте. Когда они приблизились к внутреннему святилищу гробницы, чувство благоговения и трепета только росло. Стены были украшены искусными фресками, изображающими сцены из жизни Тутанхамона и его путешествия в загробную жизнь. Их цвета были такими же яркими и свежими, как в тот день, когда они были написаны. Стены были украшены иероглифами, рассказывающими историю мальчика-короля и его правления, историю, которая до сих пор затерялась в песках времени. Сердце Риверса колотилось в груди, когда они достигли последней комнаты, погребальной камеры самого Тутанхамона. Вход был закрыт тяжелой каменной дверью, и Риверс знал, что за ней лежит саркофаг мальчика-короля, кульминация их путешествия. С чувством благоговения и трепета Риверс и его команда осторожно открыли дверь, открыв погребальную камеру внутри. Зрелище, открывшееся им, было просто захватывающим.
Саркофаг Тутанхамона лежал в центре зала, его золотая поверхность блестела в тусклом свете. Вокруг него было еще больше сокровищ и артефактов, подношений богам, которые оставались нетронутыми в течение тысяч лет. Риверс подошел к саркофагу со смесью трепета и благоговения, его мысли лихорадочно обдумывали последствия их открытия. Это было последнее пристанище Тутанхамона, царя, которого в свое время почитали и которому поклонялись. Воздух в зале был пропитан грузом истории, и Риверс почувствовал глубокую ответственность за то, чтобы почтить память мальчика-короля и людей, построивших эту великолепную гробницу. Пока они документировали содержимое погребальной камеры, Риверс не мог избавиться от ощущения, что за ними наблюдают, что духи прошлого наблюдают за каждым их движением. История о проклятии, наложенном на могилу Тутанхамона, эхом отдавались в его голове, и он задавался вопросом, какие последствия могут повлечь их действия. Несмотря на свои опасения, Риверс знал, что их долг – раскрыть тайны прошлого и поделиться ими с миром. Это была возможность, которая выпадает раз в жизни, шанс раскрыть тайны Древнего Египта и пролить свет на жизнь и наследие Тутанхамона. Шли часы и солнце начало подниматься, заливая долину золотым светом, а Риверс и его команда продолжали свою работу, движимые волнением и значимостью своего открытия. Они знали, что мир будет наблюдать, ожидая узнать тайны, которые были скрыты в гробнице на протяжении тысячелетий, и поэтому, с чувством цели и решимости, они продолжили путь, зная, что находится на грани открытия одного из величайших сокровищ истории. Но даже когда они наслаждались своим триумфом, в воздухе витало дурное предчувствие, напоминание о том, что прошлое никогда по-настоящему не уходит и что тайны гробницы Тутанхамона будут иметь далеко идущие последствия для всех, кто осмелится их раскрыть. Глава 2. Современные раскопки. Часть 2. Начало беспокойства и призраков. Пока золотое сияние восходящего солнца омывало долину царей, эйфория от открытия предыдущего дня все еще витала в воздухе. Доктор Джонатан Риверс и его команда попали в заголовки газет всего мира благодаря своей революционной находке – гробнице Тутанхамона, нетронутой на протяжении тысячелетий и наполненной сокровищами, рассказывающими историю жизни и правления мальчика-короля. Однако, когда они готовились продолжить свою работу, начало закрадываться чувство беспокойства, омрачающее их монументальное достижение. Волнение от открытия погребальной камеры и ее бесценного содержимого не давало команде продержаться всю ночь, но теперь, при свете дня, на них начала давить тяжесть их действий. Древняя история о проклятиях и призраках, связанных с гробницей Тутанхамона, эхом отдавались в их умах, и их больше не считали простым суеверием. Доктор Риверс, всегда рациональный ученый, не мог не чувствовать растущие чувства страха. Теперь, когда погребальная камера открыта, перед командой стояла непростая задача тщательного документирования и удаления артефактов для дальнейшего изучения. Каждый шаг был тщательно спланирован, все меры предосторожности были приняты, чтобы обеспечить сохранность обнаруженных ими сокровищ. Однако, когда они приступили к работе, начали происходить странные события, одно тревожнее предыдущего. Все началось с мерцающих огней. Мощные прожекторы, установленные для освещения внутренней части гробницы, начали мерцать и тускнеть, отбрасывая жуткие тени, которые танцевали по стенам. Электрооборудование, самое современное и тщательно проверенное, казалось, работало необъяснимо со сбоями. Риверс счел это техническим сбоем, но его беспокойство росло по мере того, как беспорядки становились все более частыми. «Сара, проверь генератор», — приказал Риверс. В его голосе читалось разочарование. Сара Мичел, одна из самых надежных членов его команды, кивнула и направилась к оборудованию, установленному возле гробницы. Вскоре она вернулась с озадаченным выражением лица. «С генератором все в порядке, доктор Риверс», — сообщила она. «Все работает отлично. Нет причин, по которым свет так работает». Риверс нахмурился и потер виски, пытаясь разобраться в ситуации. «Хорошо, давайте присмотрим. Это может быть жара или какой-то другой фактор окружающей среды, влияющий на оборудование». Но с течением дня волнения становились все более явными. Инструменты пропадали только для того, чтобы снова появиться в тех местах, где их не оставляли.
Температура внутри гробницы, казалось, сильно колебалась, несмотря на постоянную пустынную жару снаружи. Шепоты, едва слышные, но безошибочные, эхом разносились по залам, вызывая озноб по спине тех, кто их слышал. Один за другим члены команды начали сообщать о странных снах и тревожных видениях. Сара призналась Риверсу, что ей приснилась молодая женщина, одетая в древнеегипетскую одежду, с глазами, полными печали и отчаяния. Женщина протянула к ней руку, шепча слова на языке, которого Сара не понимала, но чувство безотлагательности и отчаяния было ясно. «Я не могу этого объяснить, доктор Риверс», — сказала Сара дрожащим голосом. Это было так реально, как будто она была рядом со мной. Я проснулся с ощущением, будто меня коснулось что-то, кто-то, из прошлого. Риверс внимательно слушал, его собственный сон преследовали подобные сны. В своих кошмарах он видел лица давно умерших, их обвиняющие и наполненные мукой глаза. Он увидел Тутанхамона, мальчика-короля, обремененного бременем своей династии, и свою возлюбленную царицу Анхесинамон, на лице которой было запечатлено горе. Образы были яркими, захватывающими и оставили Риверса с непреодолимым чувством вины. Несмотря на растущее беспокойство, работа продолжалась. Команда каталогизировала сокровища, тщательно упаковав их для транспортировки в музей, где они будут изучены и сохранены. Однако по мере того, как они продвигались глубже в гробницу, волнения становились все сильнее, и воздух, казалось, сгущался от ощутимого чувства страха. Истинный масштаб призраков стал очевиден во время удаления саркофага. Когда тяжелая крышка была поднята, обнажая позолоченный гроб внутри, холод пронесся по камере, и свет яростно замерцал, прежде чем погрузить комнату во тьму. Среди команды вспыхнула паника, когда они пытались восстановить освещение, их фонарики давали беспорядочный свет, который только усиливал ощущение хаоса. Посреди этой суматохи Риверс услышал голос, низкий, скорбный вопль, который, казалось, исходил от самых стен гробницы. Это был звук, говорящий о древней печали, крик, который был похоронен 1000 лет назад. Воздух стал холоднее, и Риверс почувствовал присутствие, осязаемую силу, которая давила на него, наполняя его всепоглощающим чувством отчаяния. «Все, успокойтесь!» — крикнул он, пытаясь восстановить контроль. «Немедленно включите запасные фонари!» Саре и еще одному члену команды, Дэвиду, удалось восстановить резервное освещение, заливая могилу тусклым, но устойчивым светом. Мерцание прекратилось, но чувство беспокойства осталось. Риверс знал, что что-то было ужасно неправильно, что они потревожили силы, находящиеся за пределами их понимания. Когда они возобновили свою работу, беспорядки приняли более зловещий тон. Тени двигались там, где теней быть не должно, а шепот становился громче и настойчивее. Члены команды начали испытывать физические симптомы, головные боли, головокружение и тяжесть в груди, из-за которой было трудно дышать. Сам Риверс не был застрахован. Ему становилось все труднее сосредоточиться, его разум терзали видения прошлого. Он увидел Тутанхамона, стоящего над телами своих детей, со слезами, текущими по его лицу, когда он произносил проклятие любому, кто помешал бы их отдыху. Он увидел Анхесинамон, ее беспокойный и измученный дух, в тоске тянувшийся к нему. «Джонатан!» — раздался голос, выведя его из задумчивости. Он повернулся к доктору Эмили Картер, эксперту команды по древним языкам и близкому коллеге. Лицо ее было бледным, глаза расширились от страха. «Что такое, Эмили?» — спросил он, пытаясь сохранить голос ровным. «Я переводила надписи, которые мы нашли на саркофаге», — сказала она дрожащим голосом. «Они рассказывают о проклятии, наложенном самим Тутанхамоном. Это не просто предупреждение, это призыв к миру. Он проклял любого, кто потревожил гробницу, но это нечто большее. Он отчаянно пытался защитить свою семью, сохранить их духи в покое. Я думаю, нам нужно остановиться». Риверс почувствовал, как по спине пробежал холодок. Он всегда считал истории о проклятиях простым суеверием, но теперь,
Столкнувшись с доказательствами перед ним, он не мог игнорировать возможность того, что они высвободили что-то, выходящее далеко за пределы их контроля. «Вы предлагаете отказаться от раскопок?» – спросил он. Его голос был едва громче шепота. Эмили кивнула с серьезным выражением лица. «Я думаю, нам нужно обдумать это, Джонатан. Что бы здесь ни происходило, это неестественно. Нам нужно уважать желания мертвых и оставить это место нетронутым». Риверс глубоко вздохнул, осознавая чудовищность стоящего перед ним решения. Отказаться от раскопок означало бы оставить после себя сокровищницу истории, но продолжать — значит поставить под угрозу его команду и потревожить остальных древних мертвецов. Пока он взвешивал свои варианты, в зале разнесся еще один голос. Голос, который, казалось, исходил одновременно отовсюду и ниоткуда. Это был голос, полный печали и гнева, голос, говорящий о боли и утрате. «Покиньте это место», – прошептало оно, и слова эхом разнеслись по комнате. «Оставьте нас в покое или пострадайте от последствий». Команда замерла, на их лицах был написан страх. Риверс почувствовал, как его решимость колеблется под тяжестью истории, давящей на него. Он знал, что им нужно сделать выбор, и быстро. «Все, собирайте свои вещи», — сказал он ровным голосом, несмотря на суматоху внутри. «Мы уходим». Команда двинулась быстро, собирая свое оборудование и готовясь покинуть гробницу. По мере того, как они выбирались на поверхность, помехи, казалось, следовали за ними. Воздух становился все холоднее, а шепот все настойчивее. Оказавшись снаружи, гнетущая тяжесть исчезла, и команда вздохнула с облегчением. Риверс оглянулся на вход в гробницу, его мысли размышляли о последствиях того, что они пережили. «Джонатан, что теперь?» – спросила Сара дрожащим голосом. «Мы сообщаем о наших выводах и консультируемся с властями», – ответил Риверс. «Нам необходимо обеспечить защиту могилы и уважать желания умерших. Это еще не конец, но нам нужно действовать с осторожностью». Возвращаясь в лагерь, Риверс не мог избавиться от ощущения, что они лишь прикоснулись к тайнам, скрывающимся в гробнице Тутанхамона. Призраки были напоминанием о силе прошлого, силе, которая требовала уважения и почтения. И когда солнце садилось над долиной царей, отбрасывая длинные тени на древний пейзаж, Риверс понял, что их путешествие еще далеко не окончено. Призраки только начались, и истинные масштабы проклятия еще не были раскрыты. Глава 3. Распутывание проклятия. Часть 1. Усиление призраков. Гнетущая жара пустыни сменилась прохладной и тихой ночью, но для доктора Джонатана Риверса и его команды атмосфера оставалась наполненной напряжением и тревогой. Команда отступила в свой базовый лагерь, импровизированный набор палаток и оборудования на окраине долины царей. Несмотря на временную отсрочку выхода за пределы гробницы, чувство страха сохранялось, как будто древние духи, которых они потревожили, отказывались оставаться позади. Когда ночь сгустилась, археологи собрались в центральной палатке, ее створки были открыты для звезд над головой. Тусклый свет фонарей отбрасывал длинные тени, а их мерцающее пламя создавало почти неземную атмосферу. Доктор Эмили Картер, их эксперт по древним языкам, внимательно изучала свои записи, пытаясь в полной мере расшифровать проклятие, наложенное на могилу Тутанхамона. «Нам нужно обсудить то, что произошло сегодня», — начал Джонатан твердым голосом, но несущим тяжесть их коллективного беспокойства. «Беспорядки в гробнице, голоса. Эмили, что ты нашла?» Эмили оторвалась от своих записей, ее лицо было осунувшимся и усталым. Надписи на саркофаге ясны. Тутанхамон наложил на свою могилу мощное проклятие, предназначенное для защиты его семьи и обеспечения их покоя в загробной жизни. Проклятие – это не просто предупреждение, это мольба, отчаянная попытка удержать незваных гостей прочь. Сара Мичел, их эксперт по логистике, наклонилась вперед с бледным лицом. «Вы хотите сказать, что мы что-то высвободили, открыв гробницу?» Эмили медленно кивнула. «Да, я верю, что мы это сделали. Проклятие было последним актом защиты, способом защитить души внутри. Нарушив их покой, мы пробудили что-то древнее и могущественное». Джонатан вздохнул, потирая виски.
Нам необходимо понять всю степень этого проклятия и выяснить, как смягчить его последствия. Нашим приоритетом является безопасность этой команды и сохранение этих исторических артефактов. Команда кивнула в знак согласия, но беспокойство было ощутимым. Мерцающие фонари отбрасывали жуткие тени на парусиновые стены, и казалось, что воздух пропитан неестественным холодом. По мере того, как они продолжали обсуждение, начали проявляться первые признаки усиливающихся призраков. Все началось с низкого, скорбного воя, который, казалось, эхом разносился по окружающей пустыне. Звук сначала был слабым, едва заметным в шорохе ветра, но постепенно становился все громче, настойчивее. Команда замолчала, их глаза расширились от страха, когда вой превратился в хор мучительных криков, наполнив ночь какофонией отчаяния. «Что это такое?» – прошептал Дэвид Фостер, их специалист по оборудованию, дрожащим голосом. Лицо Эмили стало пепельным. «Это они. Духи. Они злятся». Вопли становились громче, воздух становился холоднее, температура быстро падала, несмотря на пустынную жару. Пламя фонаря яростно мерцало, отбрасывая на стены жуткие, меняющиеся тени. Внезапно полотнища палатки зашуршали, словно сквозь них пронеслась невидимая сила, а крики, казалось, доносились изнутри самой палатки. «Все, сохраняйте спокойствие», — приказал Джонатан твердым голосом, несмотря на собственный страх. «Нам нужно разобраться, что происходит». Когда команда сбилась в кучу, крики начали приобретать более отчетливую форму. Слова, сказанные на древнем языке, эхом разносились по палатке, их смысл терялся со временем, но их намерения были ясны: гнев, печаль и требование уважения. Эмили закрыла глаза, пытаясь сосредоточиться на словах. «Это древнеегипетское», – прошептала она. «Они говорят на языке фараонов». Сара вздрогнула, обхватив себя руками. «Что они говорят?» Бровь Эмили нахмурилась, когда она сосредоточилась. Они требуют, чтобы мы ушли. Они хотят, чтобы мы вернули то, что взяли, и оставили их в покое». Температура продолжала падать, и холодный ветер пронесся по палатке, погасив фонари и погрузив их во тьму. Команда нащупала фонарики, их лучи прорезали мрак, но ощущение, что за ними наблюдают, что их окружают невидимые глаза, осталось. Джонатан глубоко вздохнул, пытаясь успокоить нервы. «Нам нужно это задокументировать. Если духи пытаются общаться, нам нужно полностью понять их сообщения. Эмили, ты можешь перевести как можно больше?» Эмили кивнула, ее руки тряслись, когда она потянулась за блокнотом и ручкой. Она начала записывать слова, ее ум мчался в ногу с древним языком. Крики и шепот продолжались, наполняя ночь своим призрачным присутствием. Пока Эмили работала, остальные члены команды сбились в кучу, их глаза метались по палатке, как будто ожидая увидеть перед собой призраков. Холод усилился, и ощущение наблюдения стало почти невыносимым. Внезапно вопли прекратились, сменившись жуткой тишиной, которая была еще более тревожной. Команда затаила дыхание, ожидая следующего проявления. Несколько мгновений спустя послышался тихий, скорбный голос, наполненный печалью. «Верните то, что вы взяли, или пострадайте от нашего гнева». Слова были ясными, произнесенными с акцентом на английском языке, и от них у всех в палатке побежали мурашки по спине. Голос, казалось, эхом разносился вокруг них, как будто говорили сами стены. Мысли Джонатана метались. Им пришлось найти способ общения с духами, понять их требования и найти способ их задобрять. «Ну как? Эмили, ты можешь попробовать поговорить с ними?» – спросил он напряженным голосом. Эмили кивнула, в горле у нее пересохло. Она откашлялась и заговорила на древнеегипетском, ее голос дрожал. «Мы вас слышим. Мы хотим понять ваше сообщение. Пожалуйста, скажите нам, чего вы хотите?» На мгновение воцарилась лишь тишина. Затем скорбный голос ответил, его тон стал более настойчивым. «Верните детей их отцу. Только тогда мир будет восстановлен». Эмили перевела сообщение команде дрожащим голосом. «Они хотят, чтобы мы вернули мумии детей в могилу их отца. Это единственный способ восстановить мир». Джонатан кивнул, его мысли метались.
Нам нужно действовать быстро. Дэвид, Сара, начните готовить оборудование. Эмили, все задокументируйте. Нам нужно убедиться, что мы точно следуем их инструкциям. Команда приступила к действиям, их страх умерился срочностью задачи. Они собрали свое снаряжение и направились обратно к гробнице, гнетущее чувство страха преследовало их на каждом шагу. Когда они подошли к входу, температура упала еще больше, и вопли возобновились, наполняя ночь своими печальными криками. Команда спустилась в гробницу, их фонарики отбрасывали на стены жуткие тени. Воздух был наполнен ощущением древней силы, которая, казалось, давила на них, побуждая поторопиться. Они дошли до погребальной камеры, где лежали саркофаги детей. Комната была наполнена ощутимым чувством горя, как будто сами камни оплакивали заблудшие души внутри. Джонатан и его команда осторожно подняли саркофаги. Их движения были медленными и размеренными, как будто любое внезапное действие могло еще больше спровоцировать духов. По мере того, как они несли саркофаги обратно в главное помещение, вопли становились все громче и настойчивее. Воздух был холодным, и ощущение, что за ними наблюдают, было почти невыносимым. Они разместили саркофаги рядом с гробом Тутанхамона. Золотое сияние артефактов заливало сцену теплым светом. Эмили шагнула вперед. Ее голос дрожал, когда она говорила на древнеегипетском языке. «Мы вернули детей отцу. Пожалуйста, пусть будет мир». На мгновение воцарилась лишь тишина. Затем температура начала повышаться, и гнетущая тяжесть в воздухе исчезла. Вопли прекратились, их сменил нежный, почти успокаивающий ветерок, пронесшийся по комнате. Команда стояла в ошеломленном молчании, их глаза были широко раскрыты от недоверия. Духи, казалось, приняли их подношение, и чувство страха, преследовавшее их несколько дней, начало рассеиваться. Джонатан глубоко вздохнул, его сердце колотилось в груди. «Давайте вернемся в лагерь. Нам нужно все задокументировать и сообщить о наших выводах». Когда они вернулись на поверхность, команда почувствовала чувство облегчения, охватившее их. Призраки утихли, и духи, казалось, успокоились. Но Джонатан знал, что их испытания еще далеки от завершения. Проклятие гробницы Тутанхамона было частично раскрыто, но многие вопросы все еще оставались без ответа. Вернувшись в лагерь, они снова собирались в центральной палатке. Атмосфера стала более легкой, но все еще с оттенком беспокойства. Эмили продолжала расшифровывать послания духов, ее разум стремился понять всю степень проклятия. «Это еще не все», — сказала она задумчивым голосом. «Духи ясно дали понять, что нужно вернуть детей, но есть еще другие элементы проклятия, которые нам нужно понять. Нам нужно продолжить исследование, чтобы раскрыть полную историю семьи Тутанхамона и причины проклятия». Джонатан кивнул, его разум уже обдумывал возможные варианты. «Согласен. Нам нужно подойти к этому с осторожностью и уважением. Духи дали нам предупреждение, и нам нужно прислушаться к нему». Оставшуюся часть ночи команда провела, документируя свои переживания. Их страх умерился новым чувством цели. Они знали, что имеют дело с силами, превосходящими их понимание, но были полны решимости раскрыть правду и найти способ защитить как живых, так и мертвых. Когда первые лучи рассвета забрезжили пустыню, озарив долину царей золотым сиянием, Джонатан и его команда приготовились к следующему этапу своего путешествия. Призраки усилились, обнаруживая силу и мука древних духов, которых они потревожили. Но они также были напоминанием о важности их работы, о необходимости уважать и чтить прошлое. И когда они стояли у входа в гробницу Тутанхамона, чувство страха поднималось с восходом солнца. Они знали, что их путешествие еще далеко не окончено. Проклятие было частично раскрыто, но оставалось еще много загадок. Многие тайны погребены в песках времени. С новой решимостью они выступили вперед, готовые противостоять любым вызовам, которые ждут их впереди. Духи прошлого говорили, и их обязанностью было слушать, учиться и чтить наследие тех, кто был раньше. Призраки только начались, и истинные масштабы проклятия еще не были раскрыты. Но с каждым шагом они приближались к пониманию, к разгадке тайн, спрятанных в древней гробнице.
И когда они глубже погрузились в прошлое, они поняли, что они не одни, что духи Тутанхамона и его семьи наблюдали за ними, направляя их в их путешествии. Глава 3. Распутывание проклятия. Часть 2. Исторические исследования. Гнетущая жара пустыни сменилась прохладной и тихой ночью, но для доктора Джонатана Риверса и его команды атмосфера оставалась наполненной напряжением и тревогой. Команда отступила в свой базовый лагерь, импровизированный набор палаток и оборудования на окраине долины Царей. Несмотря на временную отсрочку выхода за пределы гробницы, чувство страха сохранялось, как будто древние духи, которых они потревожили, отказывались оставаться позади. Когда ночь сгустилась, археологи собрались в центральной палатке, ее створки были открыты для звезд над головой. Тусклый свет фонарей отбрасывал длинные тени, а их мерцающее пламя создавало почти неземную атмосферу. Доктор Эмили Картер, их эксперт по древним языкам, внимательно изучала свои записи, пытаясь в полной мере расшифровать проклятие, наложенное на могилу Тутанхамона. «Нам нужно обсудить то, что произошло сегодня», — начал Джонатан твердым голосом, но несущим тяжесть их коллективного беспокойства. «Беспорядки в гробнице, голоса. Эмили, что ты нашла?» Эмили оторвалась от своих записей, ее лицо было осунувшимся и усталым. Надписи на саркофаге ясны. Тутанхамон наложил на свою могилу мощное проклятие, предназначенное для защиты его семьи и обеспечения их покоя в загробной жизни. Проклятие – это не просто предупреждение, это мольба, отчаянная попытка удержать незваных гостей прочь. Сара Мичел, их эксперт по логистике, наклонилась вперед с бледным лицом. «Вы хотите сказать, что мы что-то высвободили, открыв гробницу?» Эмили медленно кивнула. «Да, я верю, что мы это сделали. Проклятие было последним актом защиты, способом защитить души внутри. Нарушив их покой, мы пробудили что-то древнее и могущественное». Джонатан вздохнул, потирая виски. «Нам необходимо понять всю степень этого проклятия и выяснить, как смягчить его последствия. Нашим приоритетом является безопасность этой команды и сохранение этих исторических артефактов». Команда кивнула в знак согласия, но беспокойство было ощутимым. Мерцающие фонари отбрасывали жуткие тени на парусиновые стены, и казалось, что воздух пропитан неестественным холодом. По мере того, как они продолжали обсуждение, начали проявляться первые признаки усиливающихся призраков. Все началось с низкого скорбного воя, который, казалось, эхом разносился по окружающей пустыне. Звук сначала был слабым, едва заметным в шорохе ветра, но постепенно становился все громче, настойчивее. Команда замолчала, их глаза расширились от страха, когда вой превратился в хор мучительных криков, наполнив ночь какофонией отчаяния. «Что это такое?» – прошептал Дэвид Фостер, их специалист по оборудованию, дрожащим голосом. Лицо Эмили стало пепельным. «Это они. Духи. Они злятся». Вопли становились громче, воздух становился холоднее, температура быстро падала, несмотря на пустынную жару. Пламя фонаря яростно мерцало, отбрасывая на стены жуткие, меняющиеся тени. Внезапно полотнища палатки зашуршали, словно сквозь них пронеслась невидимая сила, а крики, казалось, доносились изнутри самой палатки. «Все, сохраняйте спокойствие», — приказал Джонатан твердым голосом, несмотря на собственный страх. «Нам нужно разобраться, что происходит». Когда команда сбилась в кучу, крики начали приобретать более отчетливую форму. Слова, сказанные на древнем языке, эхом разносились по палатке, их смысл терялся со временем, но их намерения были ясны: гнев, печаль и требование уважения. Эмили закрыла глаза, пытаясь сосредоточиться на словах. «Это древнеегипетское», – прошептала она. «Они говорят на языке фараонов». Сара вздрогнула, обхватив себя руками. «Что они говорят?» Бровь Эмили нахмурилась, когда она сосредоточилась. Они требуют, чтобы мы ушли. Они хотят, чтобы мы вернули то, что взяли, и оставили их в покое». Температура продолжала падать, и холодный ветер пронесся по палатке, погасив фонари и погрузив их во тьму. Команда нащупала фонарики, их лучи прорезали мрак, но ощущение, что за ними наблюдают, что их окружают невидимые глаза, осталось. Джонатан глубоко вздохнул, пытаясь успокоить нервы.
Нам нужно это задокументировать. Если духи пытаются общаться, нам нужно полностью понять их сообщения. Эмили, ты можешь перевести как можно больше?» Эмили кивнула, ее руки тряслись, когда она потянулась за блокнотом и ручкой. Она начала записывать слова, ее ум мчался в ногу с древним языком. Крики и шепот продолжались, наполняя ночь своим призрачным присутствием. Пока Эмили работала, остальные члены команды сбились в кучу, их глаза метались по палатке, как будто ожидая увидеть перед собой призраков. Холод усилился, и ощущение наблюдения стало почти невыносимым. Внезапно вопли прекратились, сменившись жуткой тишиной, которая была еще более тревожной. Команда затаила дыхание, ожидая следующего проявления. Несколько мгновений спустя послышался тихий, скорбный голос, наполненный печалью. «Верните то, что вы взяли, или пострадайте от нашего гнева». Слова были ясными, произнесенными с акцентом на английском языке, и от них у всех в палатке побежали мурашки по спине. Голос, казалось, эхом разносился вокруг них, как будто говорили сами стены. Мысли Джонатана метались. Им пришлось найти способ общения с духами, понять их требования и найти способ их задобрять. «Ну как? Эмили, ты можешь попробовать поговорить с ними?» — спросил он напряженным голосом. Эмили кивнула, в горле у нее пересохло. Она откашлялась и заговорила на древнеегипетском, ее голос дрожал. «Мы вас слышим. Мы хотим понять ваше сообщение. Пожалуйста, скажите нам, чего вы хотите?» На мгновение воцарилась лишь тишина. Затем скорбный голос ответил, его тон стал более настойчивым. «Верните детей их отцу. Только тогда мир будет восстановлен». Эмили перевела сообщение для команды дрожащим голосом. «Они хотят, чтобы мы вернули мумии детей в могилу их отца. Это единственный способ восстановить мир». Джонатан кивнул, его мысли метались. «Нам нужно действовать быстро. Дэвид, Сара, начните готовить оборудование. Эмили, все задокументируйте. Нам нужно убедиться, что мы точно следуем их инструкциям». Команда приступила к действиям, их страх умерился срочностью задачи. Они собрали свое снаряжение и направились обратно к гробнице, гнетущее чувство страха преследовало их на каждом шагу. Когда они подошли к входу, температура упала еще больше, и вопли возобновились, наполняя ночь своими печальными криками. Команда спустилась в гробницу, их фонарики отбрасывали на стены жуткие тени. Воздух был наполнен ощущением древней силы, которая, казалось, давила на них, побуждая поторопиться. Они дошли до погребальной камеры, где лежали саркофаги детей. Комната была наполнена ощутимым чувством горя, как будто сами камни оплакивали заблудшие души внутри. Джонатан и его команда осторожно подняли саркофаги, их движения были медленными и размеренными, как будто любое внезапное действие могло еще больше спровоцировать духов. По мере того, как они несли саркофаги обратно в главное помещение, вопли становились все громче и настойчивее. Воздух был холодным, и ощущение, что за ними наблюдают, было почти невыносимым. Они разместили саркофаги рядом с гробом Тутанхамона. Золотое сияние артефактов заливало сцену теплым светом. Эмили шагнула вперед. Ее голос дрожал, когда она говорила на древнеегипетском языке. «Мы вернули детей отцу. Пожалуйста, пусть будет мир». На мгновение воцарилась лишь тишина. Затем температура начала повышаться, и гнетущая тяжесть в воздухе исчезла. Вопли прекратились, их сменил нежный, почти успокаивающий ветерок, пронесшийся по комнате. Команда стояла в ошеломленном молчании, их глаза были широко раскрыты от недоверия. Духи, казалось, приняли их подношения, и чувство страха, преследовавшее их несколько дней, начало рассеиваться. Джонатан глубоко вздохнул, его сердце колотилось в груди. «Давайте вернемся в лагерь. Нам нужно все задокументировать и сообщить о наших выводах». Когда они вернулись на поверхность, команда почувствовала чувство облегчения, охватившее их. Призраки утихли, и духи, казалось, успокоились. Но Джонатан знал, что их испытания еще далеки от завершения. Проклятие гробницы Тутанхамона было частично раскрыто, но многие вопросы все еще оставались без ответа.
Вернувшись в лагерь, они снова собирались в центральной палатке. Атмосфера стала более легкой, но все еще с оттенком беспокойства. Эмили продолжала расшифровывать послания духов. Ее разум стремился понять всю степень проклятия. «Это еще не все», — сказала она задумчивым голосом. «Духи ясно дали понять, что нужно вернуть детей, но есть еще другие элементы проклятия, которые нам нужно понять. Нам нужно продолжить исследование, чтобы раскрыть полную историю семьи Тутанхамона и причины проклятия». Джонатан кивнул, его разум уже и обдумывал возможные варианты. «Согласен. Нам нужно подойти к этому с осторожностью и уважением. Духи дали нам предупреждение, и нам нужно прислушаться к нему». Оставшуюся часть ночи команда провела, документируя свои переживания. Их страх умерился новым чувством цели. Они знали, что имеют дело с силами, превосходящими их понимание, но были полны решимости раскрыть правду и найти способ защитить как живых, так и мертвых. Когда первые лучи рассвета забрезжили пустыню, озарив долину царей золотым сиянием, Джонатан и его команда приготовились к следующему этапу своего путешествия. Призраки усилились, раскрывая силу и муки древних духов, которых они потревожили. Но они также были напоминанием о важности их работы, о необходимости уважать и чтить прошлое. И когда они стояли у входа в гробницу Тутанхамона, чувство страха поднималось с восходом солнца. Они знали, что их путешествие еще далеко не окончено. Проклятие было частично раскрыто, но оставалось еще много загадок. Многие тайны погребены в песках времени. С новой решимостью они выступили вперед, готовые противостоять любым вызовам, которые ждут их впереди. Духи прошлого говорили, и их обязанностью было слушать, учиться и чтить наследие тех, кто был раньше. Призраки только начались, и истинные масштабы проклятия еще не были раскрыты. Но с каждым шагом они приближались к пониманию, к разгадке тайн, спрятанных в древней гробнице. И когда они глубже погрузились в прошлое, они поняли, что они не одни, что духи Тутанхамона и его семьи наблюдали за ними, направляя их в их путешествии. Следующие несколько дней команда провела, погрузившись в исследования, изучая древние тексты и исторические записи. Они обратились к экспертам по всему миру в поисках идей и информации, которые могли бы помочь им понять проклятие. Эмили работала не покладая рук, переводя надписи и документы. Ее знание древних языков оказалось неоценимым. Они обнаружили, что проклятие было не просто предупреждением. Это была сложная сеть ритуалов и заклинаний, призванная защитить души умерших и обеспечить их безопасный переход в загробную жизнь. Надписи говорили о могущественных заклинаниях и церемониях, о богах и духах, призванных охранять гробницу и ее обитателей. Их внимание привлек один конкретный документ – фрагмент древнего свитка, спрятанный глубоко в архивах Каирского музея. Свиток подробно описывает жизнь и смерть детей Тутанхамона, описывая горе и печаль, которые преследовали юного фараона и его царицу. Там говорилось об отчаянной попытке защитить свою семью, о проклятии, наложенном не по злобе, а по любви. Копнув глубже, они начали понимать истинную природу проклятия. Это было связывающее заклинание, созданное для того, чтобы сохранить души семьи Тутанхамона вместе и предотвратить их разлуку в загробной жизни. Душам детей предстояло остаться с отцом, чтобы обрести покой в его присутствии. Но что-то пошло не так. Потрясение гробницы нарушило хрупкий баланс, освободив духов и вызвав призраки, преследовавших команду. Духи потерялись, их мир был разрушен, и они набросились на тоску. Джонатан и его команда поняли, что им необходимо восстановить баланс, воссоединить души и обеспечить их безопасный переход в загробный мир. Им нужно было провести ритуал, церемонию, которая умилостивит духов и восстановит мир в гробнице. Подготовка к ритуалу была тщательной. Они консультировались со специалистами по древнеегипетской религии и магии, ища советы относительно правильных процедур и заклинаний. Они собрали необходимые материалы, подношения еды и питья, священные масла и благовония, а также предметы символического значения. Команда работала не покладая рук, и их решимость подпитывалась желанием положить конец призракам и почтить наследие Тутанхамона и его семьи. Они репетировали ритуал, следя за тем, чтобы каждый шаг был точным, каждое слово было произнесено правильно.
По мере приближения дня ритуала напряжение росло. Призраки утихли, но чувство беспокойства осталось. Духи наблюдали и ждали. Их присутствие было постоянным напоминанием о том, насколько высоки ставки. В ночь ритуала команда собралась в погребальной камере. Воздух был наполнен ожиданием. Мерцающий свет факела отбрасывал на стены жуткие тени, а воздух наполнялся ароматом благовоний. Джонатан стоял во главе группы. Его сердце колотилось, когда он начал читать заклинания. Слова ритуала лились из его уст, смесь древнеегипетских и священных заклинаний. Команда последовала его примеру, их голоса соединились в гармоничное пение. Они преподнесли подношения, благоговейно разместив их перед саркофагами, и помазали мумии священными маслами. По ходу ритуала температура в комнате начала повышаться, и по комнате пронесся теплый, успокаивающий ветерок. Чувство страха исчезло, сменившись ощущением мира и безмятежности. Духи, казалось, ответили, их присутствие было менее угнетающим, более терпимым. Голос Джонатана стал сильнее, его уверенность подкрепилась реакцией духов. Он призвал богов, взывая к их защите и руководству, прося их благословения на воссоединение душ семьи Тутанхамона. Когда были произнесены последние слова ритуала, в зале воцарилась глубокая тишина. Воздух был неподвижен, атмосфера наполнена ощущением завершенности. Команда затаила дыхание, ожидая признака того, что их усилия увенчались успехом. А затем медленно из саркофагов начал исходить мягкий золотой свет. Он стал ярче, наполнив помещение теплым, сияющим светом. Чувство мира было ощутимым, и команда почувствовала, как их захлестнула волна облегчения. Духи приняли их подношения. Души семьи Тутанхамона воссоединились, и их мир восстановился. Проклятие было снято, и призракам пришел конец. Джонатан и его команда были в трепете, их сердца были наполнены благодарностью и почтением. Они столкнулись с неизведанным, столкнулись с древними духами и преуспели в своих поисках. Они чтили наследие Тутанхамона и его семьи и тем самым получили более глубокое понимание силы и тайны прошлого. Когда они покинули гробницу, и первые лучи рассвета появились на горизонте, они поняли, что их путешествие изменило их навсегда. Они стали свидетелями силы древней магии, почувствовали присутствие давно ушедших духов и стали сильнее, мудрее и с большим уважением относились к хрупкому балансу между живыми и мертвыми. Их работа не была окончена. Предстояло еще раскрыть много тайн, погребенных в песках времени. Но они были готовы, вооружившись полученными знаниями и опытом. Они продолжат свои поиски, чтя прошлое и сохраняя его наследие для будущих поколений. И когда они оглянулись на вход в гробницу Тутанхамона, теперь залитую золотым светом восходящего солнца, они почувствовали чувство выполненного долга и удовлетворения. Они разгадали проклятие, вернули мир древним духам и оказали неизгладимое влияние на мир археологии. Долина царей хранила еще много тайн, и Джонатан и его команда были полны решимости раскрыть их, пролить свет на прошлое и почтить наследие тех, кто пришел раньше. Глава 4. Призраки принцессы. Часть 1. Дух принцессы. Гнетущая жара египетской пустыни уступила место прохладным объятиям ночи. Огромное пространство песка и скал было залито серебряным светом полной луны, отбрасывая жуткие тени, танцующие со шепотом прошлого. Доктор Джонатан Риверс и его команда археологов сидели в своем импровизированном лагере на окраине долины царей. Воздух был наполнен напряжением от недавних открытий. Им удалось снять часть древнего проклятия, которое преследовало их с момента открытия гробницы Тутанхамона. Детские мумии были возвращены в место упокоения их отца, и призраки утихли, но чувство беспокойства все еще сохранялось. Джонатан знал, что их путешествие еще далеко не окончено. Был еще один дух, нуждавшийся в их внимании, дух Анхесинамон, любимой царицы Тутанхамона. Джонатан сидел за деревянным столом, окруженный древними текстами и картами. Его разум был вихрем мыслей, пока он пытался собрать воедино оставшиеся фрагменты проклятия. Мерцающий свет фонарей отбрасывал длинные тени на брезентовые стены палатки, создавая почти неземную атмосферу. Ночь была тихой, если не считать случайного шелеста пустынного ветра. «Джонатан, ты думаешь, дух королевы все еще неспокоен?»
— спросила Эмили Картер, их эксперт по древним языкам, присоединяясь к нему за столом. Ее глаза были полны беспокойства, отражая серьезность их положения. Джонатан оторвался от своих записей, нахмурив брови в задумчивости. «Я верю в это, Эмили. Мы разобрались с детьми, но дух Анхесинамон все еще связан с этим миром. Проклятие было призвано защитить всю семью, и ее страдания, вероятно, связаны с ее разлукой с Тутанхамоном». Дэвид Фостер, специалист по оборудованию, вошел в палатку с пачкой недавно обработанных фотографий из недавних исследований. «Возможно, вам захочется это увидеть», — сказал он, разложив фотографии по столу. На изображениях показана внутренняя часть гробницы Тутанхамона с акцентом на замысловато украшенные стены и различные обнаруженные артефакты. Взгляд Джонатана привлекла одна конкретная фотография, крупный план настенной росписи, изображающий Анхесинамон. Ее глаза, казалось, следовали за ним, наполненные печалью, превосходящей время. «Она пытается с нами связаться», — пробормотал Джонатан, не отрывая взгляда от фотографии. «Нам нужно понять ее послание». Эмили кивнула с решительным выражением лица. «Мы должны начать с изучения надписей и артефактов, связанных с ней. Должно быть, мы что-то упустили из виду». Следующие несколько часов команда провела, тщательно просматривая свои записи и артефакты. Они сравнили надписи на стенах гробницы с древними текстами, которые они привезли с собой. Эмили перевела иероглифы, ее свободное владение древнеегипетским языком оказалось неоценимым. К вечеру команду охватило чувство срочности. Фонари освещали тексты и артефакты теплым светом, но температура, казалось, упала, и лагерь окутал холод. Воздух стал тяжелым, и воцарилась неестественная тишина, нарушаемая лишь шорохом бумаги и редким шепотом ветра. Внезапно створки палатки сильно зашуршали, словно подхваченные внезапным порывом ветра. Пламя фонаря мерцало, отбрасывая жуткие тени, которые, казалось, жили своей собственной жизнью. Джонатан и Эмили обменялись обеспокоенными взглядами, их сердца колотились в унисон. «Ты это почувствовал?» – прошептала Эмили, ее голос дрожал. Джонатан кивнул, его глаза осматривали комнату. «Да, это она. Дух Анхесинамон здесь». Температура продолжала падать, и по лагерю разнесся слабый скорбный вопль. Звук был преследующим, наполненным неописуемой печалью, от которой у них по спине пробежал озноб. Команда сбилась в кучу, их страх был ощутим, пока они пытались разобраться в этом явлении. «Анхесинамон!» — крикнул Джонатан, его голос был твердым, несмотря на страх, сжимавший его сердце. «Мы вас слышим. Мы хотим вам помочь. Пожалуйста, скажите нам, что вам нужно». Вой становился все громче и настойчивее, а тени на стенах палатки, казалось, смещались и кружились, принимая формы, не поддающиеся объяснению. Команда затаила дыхание, ожидая ответа. И вот она появилась. В центре палатки материализовалась фигура женщины, полупрозрачная и мерцающая слабым потусторонним сиянием. Она была одета в традиционное одеяние древнеегипетской царицы, ее длинные волосы были украшены замысловатыми косами и украшениями из драгоценных камней. Ее глаза, наполненные глубокой печалью, остановились на Джонатане. «Анхесинамон!» — выдохнул Джонатан почти шепотом. Перед ними витал дух королевы, ее присутствие одновременно внушило трепет и пугало. Она подняла руку, указывая на фотографию на столе, изображение настенной росписи, изображающее ее подобие. «Верните меня ему», — сказала она, и ее голос отдавался навязчивым эхом. «Только тогда я обрету покой». Эмили шагнула вперед, ее страх уступил место решимости. «Мы сделаем это, Анхесинамон. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы воссоединить тебя с Тутанхамоном». Взгляд духа смягчился, и на мгновение печаль в ее глазах, казалось, исчезла. Она кивнула, ее фигура замерцала, прежде чем медленно раствориться во тьме. Команда стояла в ошеломленном молчании, осознавая реальность их встречи. Джонатан почувствовал прилив решимости. Теперь у них была четкая директива – воссоединить дух Анхесинамона с Тутанхамоном. Но как? «Нам нужно узнать больше о ее захоронении и о том, как оно связано с Тутанхамоном», — сказал Джонатан, лихорадочно думая.
Должны быть подсказки в исторических записях и самой гробнице. Эмили кивнула, уже доставая свои записи. Я начну с изучения надписей, связанных с ее захоронением. Должно быть, мы что-то пропустили. Дэвид, все еще потрясенный этой встречей, собрал свое снаряжение. Я еще раз просмотрю фотографии, посмотрю, есть ли что-нибудь примечательное. Команда работала всю ночь, движимая обновленным чувством цели. Присутствие духа Анхесинамона дало им ясную цель, но путь к ее достижению был полон неопределенности. Когда первые лучи рассвета начали расцветать, заливая пустыню золотым сиянием, Эмили совершила прорыв. Она изучала серию иероглифов на фрагменте древней таблички, ее глаза покраснели от бессонницы. «Джонатан, посмотри на это», — сказала она, ее голос был полон волнения. «Эти надписи подробно описывают ритуал, призванный воссоединить души королевской четы в загробной жизни. Это невероятно сложно, но я думаю, что это может быть то, что нам нужно». Джонатан склонился над планшетом, просматривая глазами древний текст. Описанный ритуал был действительно сложным и включал в себя серию призывов, подношений и символических действий, призванных привести духов к их вечному покою. «Вот оно», — сказал Джонатан, его голос был полон решимости. «Нам нужно провести этот ритуал. Это наш лучший шанс помочь Анхесинамону обрести покой». Следующие несколько дней команда провела, готовясь к ритуалу. Они собрали необходимые материалы, священные масла, благовония и подношения еды и питья. Они репетировали заклинания, следя за тем, чтобы каждое слово было произнесено правильно, каждый жест был точен. В ночь ритуала команда собралась в погребальной камере гробницы Тутанхамона. Воздух был пропитан предвкушением, атмосфера наполнена целеустремленностью. Мерцающий свет факела отбрасывал длинные тени на стены, а воздух наполнялся ароматом благовоний. Джонатан стоял во главе группы, держа древнюю табличку с инструкциями по ритуалу. Эмили и Дэвид стояли рядом с ним с решительным выражением лица. Остальная часть команды образовала круг вокруг саркофагов, не сводя глаз с Джонатана. Ритуал он начал с серии призывов, его голос был ровным и ясным. Древние слова лились из его уст. Мольба о руководстве и защите со стороны богов. Команда присоединилась к ним, их голоса слились в призрачное пение, эхом разнесшееся по залу. Они преподнесли подношения, почтительно положив их перед саркофагами. Воздух стал теплее, и легкий ветерок пронесся по комнате, неся с собой ощущение спокойствия. Команда чувствовала присутствие духов, наблюдающих и ожидающих. По ходу ритуала Джонатан призвал богов воссоединить духи Тутанхамона и Анхесинамон. Он говорил об их любви, их прочной связи и их стремлении к вечному миру. Комната, казалось, светилась мягким золотым светом, атмосфера была наполнена потусторонней энергией. Были произнесены последние слова ритуала, и команда затаила дыхание, ожидая знака. Воздух был неподвижен, в зале было тихо, единственным звуком было биение их сердец. И затем медленно перед ними появились фигуры Тутанхамона и Анхесинамон, их формы переливались сияющим сиянием. Они стояли рука об руку, их глаза были полны глубокого мира и благодарности. «Спасибо», — сказала Анхесинамон, ее голос напоминал мягкий шепот, эхом разнесшийся по комнате. «Вы воссоединили нас. Теперь мы можем покоиться с миром». Духи начали исчезать, их формы растворялись в золотом свете. В комнате становилось теплее, ощущение покоя переполняло. Команда стояла в трепете, их сердца были наполнены глубоким чувством выполненного долга и почтения. Когда духи исчезли, золотой свет остался, заливая могилу теплым сиянием. Команда знала, что им это удалось, они помогли Анхесинамону и Тутанхамону обрести вечный покой. Джонатан почувствовал прилив гордости и благодарности. Они столкнулись с неизвестным, столкнулись с древними духами и вышли победителями. Они чтили наследие Тутанхамона и его семьи и тем самым получили более глубокое понимание силы и тайны прошлого. Призраки принцессы подошли к концу, но путь открытия был далек от завершения. Долина царей все еще хранила множество тайн, и Джонатан и его команда были полны решимости раскрыть их, пролить свет на прошлое и почтить наследие тех, кто пришел раньше.
Когда они покинули гробницу, и первые лучи рассвета появились на горизонте, они поняли, что их путешествие изменило их навсегда. Они стали свидетелями силы древней магии, почувствовали присутствие давно ушедших духов и стали сильнее, мудрее и с большим уважением относились к хрупкому балансу между живыми и мертвыми. Их работа не была окончена. Предстояло еще раскрыть много тайн, погребенных в песках времени. Но они были готовы, вооружившись полученными знаниями и опытом. Они продолжат свои поиски, чтя прошлое и сохраняя его наследие для будущих поколений. И когда они оглянулись на вход в гробницу Тутанхамона, теперь залитую золотым светом восходящего солнца, они почувствовали чувство выполненного долга и удовлетворения. Они воссоединили духи, вернули мир древним душам и оказали неизгладимое влияние на мир археологии. Долина царей хранила еще много тайн, и Джонатан и его команда были полны решимости раскрыть их, пролить свет на прошлое и почтить наследие тех, кто пришел раньше. Глава 4. Призраки принцессы. Часть 2. Попытки умилостивить духов. Дни после первого контакта с духом Анхесинамона были вихрем активности и напряжения. Доктор Джонатан Риверс и его команда знали, что они сделали важный шаг, признав присутствие королевы, но их задача была далека от завершения. Воссоединение Анхесинамон с ее возлюбленным Тутанхамоном было только началом. Им нужно было найти способ успокоить ее дух и добиться того, чтобы призраки прекратились навсегда. Джонатан сидел за своим столом в их базовом лагере, окруженный древними текстами, современными блокнотами и растущей коллекцией артефактов. В лагере кипела деятельность, каждый член команды сосредоточился на своих конкретных задачах. Эмили Картер, лингвист, увлеклась переводом большего количества иероглифов. Дэвид Фостер, их специалист по оборудованию, просматривал фотографии и сканы стен гробницы на предмет каких-либо упущенных деталей. Остальные члены команды были заняты каталогизацией и анализом результатов. Пока Джонатан изучил исторические записи, стук в деревянный каркас его палатки вернул его в настоящее. Это была доктор Сара Уильямс, эксперт по древнеегипетским ритуалам и недавно пополнившая их команду. Ее проницательность уже оказалась неоценимой. «Джонатан, думаю, я нашла кое-что, что может помочь», — сказала Сара, держа в руках свиток, который выглядел старше всего, что они находили ранее. Глаза Джонатана загорелись интересом. «Что тебя?» В этом свитке подробно описана серия ритуалов и подношений, специально предназначенных для умиротворения беспокойных духов. «Это более подробно, чем все, что мы видели до сих пор», — объяснила она, осторожно разворачивая тонкий пергамент. «Там даже упоминается особый призыв к королевским духам, который может быть именно тем, что нам нужно для Анхесинамон». Джонатан наклонился, изучая древние письмена. «Это может быть ключом. Нам нужно убедиться, что мы уточнили каждую деталь. Если мы пропустим хотя бы один шаг, мы можем усугубить ситуацию». Сара кивнула с серьезным выражением лица. «Я уже начал перевод, но он сложный. Нам нужен опыт Эмили, чтобы обеспечить точность». Джонатан позвал Эмили, и вскоре они втроем были поглощены сложной задачей перевода и толкования свитка. Воздух в палатке был пропитан запахом старого пергамента и звуками каракулей, пока они работали над древними инструкциями. Часы превратились в дни, пока команда готовилась к ритуалу. Процесс был очень кропотливым и требовал определенных материалов, многие из которых было трудно найти. Им нужны были редкие масла, благовония и подношения, соответствующие описаниям в свитке. Каждый предмет должен был быть подлинным, поскольку современных заменителей было бы недостаточно. Дэвид и несколько других членов команды отправились в близлежащие города и на рынки в поисках необходимых предметов. Им удалось найти большую часть того, что им было нужно, хотя некоторые предметы пришлось изготавливать на заказ местными ремесленниками, которые все еще практиковали традиционные методы. Местные мастеры были заинтригованы миссией команды, их интерес подогрели рассказы о древних проклятиях и королевских духах. Когда были сделаны последние приготовления, лагерь наполнило ощутимое чувство предвкушения. Ритуал должен был проводиться в полночь, при полной луне, время, которое в древнеегипетских верованиях считалось могущественным благодаря своей духовной энергии. Выбранным местом стало уединенное место недалеко от долины царей.
вдали от любопытных глаз и современных отвлекающих факторов. Настала ночь ритуала, и команда собралась на месте. Их дыхание было заметно в прохладном воздухе пустыни. Они установили импровизированный алтарь, украшенный подношениями и освещенный мерцающими факелами. Луна висела высоко в небе, бросая серебристый свет на пустынный ландшафт. Джонатан стоял впереди, держа переведенный свиток. Он чувствовал, как на него давит груз ответственности. Этот ритуал был их последней надеждой умилостивить дух Анхесинамон и принести мир древней королеве. «Мы готовы?» – спросил он ровным, но полным напряжения голосом. Члены команды кивнули, на их лицах отразилась смесь решимости и опасения. Эмили и Сара стояли по обе стороны от Джонатана, готовые помочь с призывами и обеспечить точное выполнение каждого шага. Джонатан глубоко вздохнул и начал ритуал. Он начал с серии заклинаний, призывая богов и богинь Древнего Египта благословить их усилия. Его голос эхом разносился сквозь тихую ночь, каждое слово произносилось тщательно, каждый жест был обдуманным. Команда присоединилась к ним, их голоса образовали гармоничное пение, резонирующее с тишиной пустыни. Воздух, казалось, наполнился энергией, факелы замерцали, словно в ответ на их мольбы. Пока они совершали ритуал, Джонатан приносил подношения одно за другим. Они положили на алтарь священные масла, благовония и еду, причем каждый предмет был тщательно подготовлен и выбран из-за его символического значения. Запах горящих благовоний наполнил воздух, смешиваясь с прохладным ночным ветерком. Эмили вышла вперед, чтобы прочитать древнюю молитву. Ее голос непоколебим, несмотря на серьезность их задачи. Она призвала дух Анхесинамон, умоляя ее принять их подношение и обрести покой. Слова лились почти музыкально, проносясь сквозь ночь, как заклинания. Температура вокруг них, казалось, еще больше упала, и от алтаря начало исходить слабое свечение. Команда обменялась настороженными взглядами, но продолжила ритуал с непоколебимой решимостью. Сара взяла на себя управление, выполнив серию сложных движений рук, описанных в свитке. Эти жесты были предназначены для того, чтобы направить дух к подношениям и обеспечить их принятие. Ее руки двигались с отточенной точностью, каждое движение было обдуманным, изящным. Джонатан почувствовал покалывание в воздухе, как будто сама ткань реальности вокруг них сдвинулась. Он продолжал призывать, его голос становился сильнее с каждым словом. Они приближались к кульминации ритуала, к моменту, когда они узнают, увенчались ли их усилия успехом. «Анхесинамон, возлюбленная царица Тутанхамона, услышь нашу мольбу!» — крикнул Джонатан, и в его голосе резонировало чувство срочности. «Мы предлагаем вам эти подарки, символы нашего уважения и стремления к вашему миру. Примите их и позвольте своему духу обрести покой». Свечение вокруг алтаря усилилось, и команда почувствовала, как их захлестнула волна энергии. Воздух потрескивал от ощутимого присутствия, и они чувствовали приближение духа Анхесинамон. Тихий, скорбный вопль эхом разнесся по пустыне, тот самый звук, который они слышали во время своей первой встречи. Факелы яростно мерцали, отбрасывая танцующие тени, которые, казалось, жили собственной жизнью. Потом она появилась. Перед ними материализовался дух Анхесинамон, ее форма стала более четкой и сияющей, чем раньше. Она зависла над алтарем, не отрывая глаз от подношений. Команда затаила дыхание, их сердца колотились в унисон. «Анхесинамон», — сказал Джонатан дрожащим от благоговения голосом. «Мы сделали, как вы просили. Пожалуйста, примите наше подношение и обретите мир». Дух королевы смотрел на подношение, выражение ее лица было нечитаемым. Она протянула руку, проводя полупрозрачной рукой по каждому предмету, словно проверяя их подлинность. Команда наблюдала в молчаливом ожидании, их судьба висела на волоске. Спустя время, которое показалось вечностью, выражение лица Анхесинамон смягчилось. Она посмотрела на Джонатана, ее глаза были наполнены благодарностью и оттенком печали. «Спасибо», – прошептала она, и ее голос, как легкий ветерок, ласкал их уши. «Ваши усилия тронули мое сердце. Я приму ваше подношение». Дух начал светиться ярче, ее форма стала более неземной. Подношения на алтаре, казалось, мерцали, их сущность сливалась с духом королевы.
Воздух стал теплее, и команду охватило чувство глубокого покоя. «Пусть ты обретешь мир, который ищешь, Анхесинамон», — сказал Джонатан. Его голос был полон благоговения. Дух королевы кивнул, ее фигура медленно растворилась в ночи. Свечение потускнело, и факелы вернулись к своему ровному мерцанию. Пустыня снова погрузилась в тишину, но ощущение покоя осталось. Команда стояла в тихом раздумье, тяжесть своих достижений легла на них. Они умилостивили дух Анхесинамон, почтив ее память и принеся ей покой, которого она так долго искала. Когда они вернулись в лагерь, Джонатан почувствовал глубокое удовлетворение. Они столкнулись с неизвестным и вышли победителями, их усилия руководствовались уважением и почтением к прошлому. Призраки принцесс закончились, но их путешествие открытий продолжалось. На следующее утро команда собралась, чтобы обсудить события прошлой ночи. Атмосфера стала легче, напряжение, которое охватывало их в течение нескольких недель, теперь сменилось чувством товарищества и выполненного долга. «Мы сделали это», — сказала Эмили, и по ее лицу расплылась улыбка. «Мы действительно сделали это». Сара кивнула, ее глаза сияли гордостью. «Дух Анхесинамона обрел покой благодаря всем вам. Это момент, который мы никогда не забудем». Дэвид, все еще восхищаясь фотографиями, сделанными им во время ритуала, добавил: «Эти изображения будут иметь неоценимое значение для наших записей. Они передают энергию и присутствие, которые мы все ощущаем». Джонатан оглядел свою команду, его сердце наполнилось благодарностью. Это была командная работа. Мы чтили Анхесинамона и Тутанхамона и так много узнали о силе древних ритуалов и уважении, которые мы должны проявлять к этим древним духам. Следующие несколько дней команда провела, документируя свои выводы, гарантируя, что их опыт и полученные знания будут сохранены для будущих поколений. Они знали, что их работа окажет длительное влияние на область археологии, проливая свет на тайны прошлого и мощные связи между живыми и мертвыми. Когда они собрали лагерь и приготовились покинуть долину царей, Джонатан в последний раз взглянул на гробницу Тутанхамона. Он почувствовал глубокую связь с древним фараоном и его семьей, связь, возникшую в ходе их совместного путешествия. Призраки закончились, но и уроки, которые они извлекли, останутся с ними навсегда. Они стали свидетелями силы любви, силы древних проклятий и важности уважения к прошлому. Путешествие изменило их, и они были готовы продолжить свои поиски, вооружившись вновь обретенными знаниями и уважением к древнему миру. Когда они покинули долину царей, и первые лучи рассвета появились на горизонте, они знали, что их путешествие только началось. Предстояло еще много тайн раскрыть, много загадок, которые нужно было разгадать. Но они были готовы, объединены своей целью и движимы общей страстью к открытиям. И когда они оглянулись на вход в гробницу Тутанхамона, теперь залитую золотым светом восходящего солнца, они почувствовали чувство выполненного долга и удовлетворения. Они умилостивили духов, чтили прошлое и оказали неизгладимое влияние на мир археологии. Долина царей хранила еще много тайн, и Джонатан и его команда были полны решимости раскрыть их, пролить свет на прошлое и почтить наследие тех, кто пришел раньше. Их путь был далек от завершения, но они были готовы встретить любые испытания, ожидающие впереди, руководствуясь мудростью и опытом, которые они приобрели. Глава 5. Музей ужасов. Часть 1. Темные силы мумий. Артефакты из гробницы Тутанхамона с большой помпой были переданы в Большой египетский музей в Каире. Музей – современное архитектурное чудо, предназначенное для хранения и сохранения древних сокровищ Египта, посвятил целое крыло юному фараону и его семье. Ожидалось, что этот раздел привлечет миллионы посетителей, жаждущих увидеть легендарные реликвии поближе. Доктор Джонатан Риверс и его команда почувствовали смесь облегчения и гордости, когда последний из артефактов был бережно помещен в их новое дома. Они так много вытерпели, чтобы обнародовать эти кусочки истории, и теперь они, наконец, могут отдохнуть, зная, что их открытия будут сохранены и оценены по достоинству. Однако чувство триумфа длилось недолго. С того момента, как мумии были перенесены в музей, стали происходить странные явления. Поначалу инциденты были незначительными: мерцающий свет,
Внезапные холодные сквозняки и тревожное ощущение, что за ними наблюдают. Сотрудники объяснили эти события наличием обширных электронных систем здания или естественным обустройством новой конструкции. Но с течением времени явления становились все более интенсивными и опасными. Все началось с детей. Школьные группы были одними из первых посетителей новой выставки, и многих юных учеников привлекли мумии дочерей Тутанхамона. Эти мумии, маленькие и хрупкие, были помещены в стеклянные шкатулки рядом с их отцом. Дети, очарованные историями Древнего Египта, прижались к стеклу, их лица светились любопытством и удивлением. Однажды учитель заметил мальчика Ахмеда, застывшего перед ящиком с мумией младшей принцессы. Лицо его было бледным, глаза расширились от страха. Учитель назвал его имя, но он не ответил. Когда она коснулась его плеча, он рухнул на пол без сознания. Ахмеда срочно доставили в больницу, где врачи не смогли обнаружить у него никаких физических нарушений. Он проснулся несколько часов спустя, его тело было слабым, а кожа холодной. Он не мог вспомнить, что произошло, только то, что он чувствовал ошеломляющее присутствие, тьму, которая, казалось, просачивалась в само его существо. По мере распространения слухов об инциденте все больше детей начали сообщать о странных событиях. Им казалось, что глаза мумий следят за ними, они слышали шепот на древних языках и видели мимолетные тени уголками глаз. Еще несколько детей потеряли сознание или заболели после посещения выставки. Каждый случай был столь же озадачивающим и тревожным, как и предыдущий. Джонатан, который продолжал сотрудничать с музеем, чтобы обеспечить надлежащий уход за артефактами, был глубоко обеспокоен этими сообщениями. Он знал, что мумии – это больше, чем просто исторические реликвии, они несли с собой груз древних проклятий и могущественных, беспокойных духов. Он созвал экстренное совещание с директором музея доктором Нади Хасан и остальной частью его команды. Когда они собирались в конференц-зале с видом на выставку, атмосфера была напряженной. «Мы не можем игнорировать то, что происходит», — сказал Джонатан мрачным голосом. «Эти инциденты слишком часты и слишком специфичны, чтобы быть простым совпадением. Мумии оказывают какое-то влияние, и больше всего оно влияет на детей». Доктор Хасан, прагматичная женщина с многолетним опытом работы в этой области, медленно кивнула. «Я просмотрел записи с камер видеонаблюдения и поговорил с персоналом. Логического объяснения происходящему нет. Но я не могу отвергнуть доказательства, находящиеся перед нами. Нам нужно принять меры». Эмили Картер, которая сыграла важную роль в переводе древних текстов, наклонилась вперед. «Нужно учитывать возможность того, что духи принцесс не покоятся. Возможно, они реагируют на свое отделение от Анхесинамона и Тутанхамона или ищут что-то, чего мы еще не обнаружили». Дэвид Фостер, специалист по оборудованию, добавил: «Нам необходимо обеспечить безопасность экспоната и провести тщательное расследование. Если в игре действуют сверхъестественные силы, мы должны найти способ понять и, если возможно, нейтрализовать их». Команда согласовала план действий. Они временно закроют выставку для публики и установят оборудование для мониторинга, чтобы фиксировать любые аномалии. Они также консультировались со специалистами по древним проклятиям и сверхъестественным явлениям, надеясь найти решение, которое защитит как артефакты, так и посетителей музея. С наступлением ночи музей опустел от посетителей, остались только команда и горстка сотрудников службы безопасности. Они работали быстро, устанавливая вокруг выставки камеры, датчики движения и тепловизоры. Они также установили чувствительное аудиооборудование, позволяющее улавливать любые странные звуки, которые могут возникнуть. Джонатан почувствовал озноб, проходя через тускло освещенный зал, стеклянные витрины которого устрашающе блестели в искусственном свете. Мумии молча лежали внутри, их лица были скрыты слоями белья и прошедшими тысячелетиями, и все же он чувствовал присутствие, бдительное осознание, которое, казалось, исходило от древних останков. Когда часы пробежали полночь, команда собралась в диспетчерской, наблюдая за прямой трансляцией с камер. Какое-то время все казалось нормальным. В коридорах было тихо, дело никто не беспокоил. Затем температура в экспозиции начала падать. Тепловизионные камеры зафиксировали внезапный неестественный холод,
сосредоточившийся вокруг мумий принцесс. Аудиооборудование уловило слабый шепот, нечеткий, но несомненно присутствующий. Джонатан наклонился вперед, его глаза были устремлены на экран. «Посмотрите на тепловые показания. Как будто тепло уходит из этой области». Эмили кивнула, ее лицо побледнело. «И послушайте этот шепот. Это не просто окружающий шум. Что-то, или кто-то, пытается связаться». Дэвид отрегулировал уровень звука, пытаясь изолировать голоса. Когда он это сделал, из динамиков раздался громкий скорбный вопль, напугавший всех в комнате. «Что это было?» – воскликнула доктор Хасан, и ее глаза расширились от страха. Прежде чем кто-либо успел ответить, датчики движения включили тревогу. Камеры зафиксировали темную фигуру, движущуюся по залу, проходящую мимо витрин. Фигура, казалось, была создана из самой тьмы, перемещаясь и растекаясь, как дым. Джонатан почувствовал, как у него на лбу выступил холодный пот. «Это не по-человечески», – прошептал он. «Это один из духов». Фигура приблизилась к корпусу младшей принцессы, ее форма стала более четкой. Оно протянулось, его рука прошла сквозь стекло, как будто его не существовало. Мумия внутри начала слабо светиться, пульсирующий свет становился сильнее с каждой секундой. «Нам нужно что-то сделать», – срочно сказал Дэвид. «Мы не можем просто сидеть здесь и смотреть». Джонатан кивнул, его мысли метались. «Нам нужно провести ритуал сдерживания. Что-то, что сдержит дух, пока мы не придумаем, как правильно его высвободить». Эмили быстро достала книгу древних заклинаний и заклинаний, которую они привезли с собой. Она листала страницы, ее пальцы дрожали. «Вот», — сказала она, указывая на проход. «Это должно сработать. Это связывающее заклинание, предназначенное для удержания духов в определенной области». Команда поспешила к выставке, их дыхание было видно в морозном воздухе. Джонатан взял книгу у Эмили и начал повторять древние слова, его голос был ровным, несмотря на страх, грызущий его изнутри. Эмили и Дэвид присоединились к ним, их голоса слились в гармоничное заклинание. Пока они пели, призрачная фигура повернулась к ним, ее глаза светились жутким светом. Он издал вопль, звук отчаяния и гнева, который эхом разнесся по залу. Джонатан преодолел свой страх, сосредоточившись на словах. Воздух вокруг них, казалось, сгустился, тени стали глубже. Фигура приблизилась, но команда продолжила заклинание, их голоса становились все громче и убедительнее. Вокруг футляров мумий начал формироваться барьер света, мерцающий и пульсирующей энергией. Фигура отпрянула, ее форма замерцала, когда она столкнулась с барьером. «Продолжайте идти!» — крикнул Джонатан. «Мы почти там». Фигура издала последний мучительный крик, прежде чем раствориться в воздухе, оставив после себя лишь затяжной холод. Барьер затвердел, окутав мумии защитным сиянием. Команда опустила руки, их дыхание стало прерывистым. Им удалось сдержать дух, но они знали, что это лишь временное решение. «Нам нужно выяснить, чего он хочет», — сказала Эмили дрожащим голосом. «Мы не можем сдерживать это вечно». Джонатан кивнул. «Согласованный. Нам нужно глубже углубиться в историю этих мумий, понять их связь с проклятием и найти способ навсегда их успокоить». Остаток ночи команда провела, просматривая отснятый материал и анализируя собранные данные. Они обратились к экспертам по древним проклятиям и сверхъестественным явлениям, надеясь собрать больше информации и идей. Когда рассвело, они наконец сделали перерыв, измученные, но полные решимости. Они знали, что имеют дело с силами, недоступными их пониманию, но были полны решимости найти решение. От этого зависела безопасность посетителей музея и святость древних артефактов. На следующий день музей остался закрытым для публики. Доктор Хасан сделал публичное заявление, объяснив, что проводятся важные исследования и необходимо обеспечить безопасность экспонатов. Она заверила общественность, что они скоро откроются, но в частном порядке знала, что они соревнуются со временем. Джонатан и его команда продолжили исследования, углубляясь в исторические записи, консультируясь с экспертами и анализируя данные прошлой ночи. Они раскрыли больше подробностей о ритуалах и практиках Древнего Египта, ища любую подсказку, которая могла бы помочь им понять действия темных сил.
Копнув глубже, они начали собирать воедино теорию. Души дочерей Тутанхамона были не просто беспокойными, они были связаны могущественным проклятием, наложенным, чтобы защитить их в загробной жизни. Это проклятие, однако, было нарушено раскопками и последующим разделением мумий. Темные силы, свидетелями которых они стали, были проявлениями защитной природы проклятия, реагирующими на предполагаемую угрозу их нового окружения. По своей природе духи не были злонамеренными, но древняя и непоколебимая сила побуждала их защищаться. Команда поняла, что чтобы разрушить проклятие и освободить духов, им придется провести сложный ритуал, который потребует не только их знаний и опыта, но и глубокого уважения к древним традициям, с которыми они имели дело. Готовясь к ритуалу, они знали, что столкнулись с самой большой проблемой. Темные силы мумий были огромными, но они были полны решимости довести дело до конца. Они будут чтить древних фараонов, защищать живых и, надеюсь, приносить мир беспокойным духам. В ночь ритуала в музее кипела жизнь. Команда установила необходимое оборудование, собрала необходимые материалы и отрепетировала заклинания. Они знали, что нет права на ошибку, ритуал должен был быть проведен идеально. Когда приближалась полночь, они собрались в выставочном зале, их сердца были отягощены бременем того, что им предстояло сделать. Они заняли свои позиции, их глаза встретились в молчаливой решимости. Джонатан начал заклинание твердым и властным голосом. Эмили и Дэвид присоединились к ним, их голоса слились в мощное пение. Воздух наполнился энергией, температура падала по мере продвижения ритуала. Мумии снова начали светиться, вокруг них замерцал защитный барьер. Команда сосредоточила всю свою энергию на ритуале, их голоса выросли в крещендо. Темные силы внутри мумий усилились, духи проявились в виде призрачных фигур. Но на этот раз, вместо того, чтобы продвигаться вперед, они, казалось, прислушивались к сказанным древним словам. Когда ритуал достиг своего апогея, Джонатан поднял церемониальный кинжал, на лезвии которого были исписаны древние символы. С последним мощным заклинанием он вонзил кинжал в землю, символически сняв проклятие. Воздух наполнился светом и энергией, тени рассеялись в яркой вспышке. Сияние мумий померкло, и в зале осталась только мирная тишина. Команда стояла молча, их дыхание было прерывистым. Они сделали это. Проклятие было снято, духи успокоились. Доктор Хасан вошла в зал, на ее лице отразилось облегчение и благоговение. «Это конец?» – спросила она, ее голос был едва громче шепота. Джонатан кивнул. «Да, все кончено. Духи теперь умиротворены». Команда обнялась, их сердца наполнились чувством выполненного долга и облегчения. Они столкнулись с тьмой и вышли победителями, чтя древние традиции и защищая живых. Когда они покинули выставочный зал, и первые лучи рассвета появились на горизонте, они поняли, что достигли чего-то выдающегося. Они преодолели разрыв между прошлым и настоящим, принеся мир древним духам и обеспечив безопасность посетителей музея. Их путешествие еще далеко не закончилось, но они были готовы столкнуться с любыми трудностями, которые ждут впереди. Объединенные своей целью и руководствующиеся мудростью древних, они будут продолжать раскрывать тайны прошлого, чтя наследие тех, кто был раньше. Глава 5. Музей ужасов. Часть 2. Смертельные встречи. Большой египетский музей стал маяком для любителей истории и туристов со всего мира. Однако ажиотаж вокруг недавно открытой выставки Тутанхамона был умрачен слухами о странных происшествиях и необъяснимых происшествиях. Первоначальное беспокойство вскоре сменилось откровенным страхом, поскольку темные силы мумий начали проявляться более агрессивно, что привело к смертельным столкновениям, которые оставили неизгладимый след у всех, кто был их свидетелем. Первая смертельная встреча произошла тихим днем во вторник. Группа детей из местной школы пришла посетить музей, их смех и болтовня наполнили залы. Среди них была Лила, умная и любопытная 8-летняя девочка, которая очень интересовалась древним Египтом. Ее особенно восхищали мумии дочерей Тутанхамона, их маленькие, изящные формы резко контрастировали с величием артефактов их отца. Когда дети собрались вокруг витрин, Лейла почувствовала странное влечение к мумии младшей принцессы.
Не обращая внимания на указания гиду, она прижала руку к стеклу, ее дыхание затуманило поверхность. Ее друзья захихикали и присоединились к ней, приблизив лица к дисплею. Внезапно Лейла почувствовала, как резкое ледяное ощущение пронзило ее руку и поднялось вверх по руке. Она ахнула, пытаясь вырваться, но ее рука словно приклеилась к стеклу. Ее глаза расширились от ужаса, когда она увидела, как глаза мумии слабо светятся, а льняные повязки шевелятся, как будто древняя принцесса просыпалась от своего вечного сна. Ее крики пронзили воздух, привлекая внимание гида и других детей. Они бросились к ней, но, пытаясь оттащить ее, тоже почувствовали леденящий холод, распространяющийся по их конечностям. Гиду удалось вырваться на свободу. Он схватил Лейлу и изо всех сил отдернул ее от футляра. Лейла рухнула на пол без сознания, ее кожа была холодной и бледной. Остальные дети в страхе отступили, их взгляды метались между Лейлой и теперь еще мумией. Гид быстро позвал на помощь, и Лейлу отвезли в больницу, где она несколько дней находилась в коме. Новость об инциденте быстро распространилась, и сотрудники музея забеспокоились. Доктор Джонатан Риверс и его команда знали, что силы мумии возрастают, но они не ожидали такого прямого и смертельного проявления. Они активизировали свои исследования, надеясь найти способ сдержать темные силы, прежде чем еще больше жизни окажется под угрозой. Несмотря на их усилия, призраки продолжались, становясь все более жестокими и непредсказуемыми. Однажды ночью дежурный охранник Ахмед обходил здание, когда услышал тихое мелодичное жужжание, доносившееся со стороны выставки Тутанхамона. С любопытством он последовал за звуком, который, казалось, исходил из футляров с мумиями. По мере его приближения жужжание становилось все громче и настойчивее. Ахмед почувствовал странное желание подойти ближе, его разум затуманился гипнотической мелодией. Он потянулся, чтобы коснуться стекла, его пальцы дрожали. В тот момент, когда его рука коснулась прикосновения, жужжание прекратилось, сменившись леденящей кровь тишиной. Воздух похолодел, и Ахмед почувствовал, как в груди нарастает давление, из-за которого стало трудно дышать. Он попытался вырваться, но его рука застряла, как будто невидимая сила удерживала его на месте. Мумия старшей принцессы начала светиться, ее льняные обертки слегка распались, обнажая высохшую руку, тянущуюся к нему. Глаза Ахмеда расширились от ужаса, но он не мог пошевелиться, не мог кричать. Рука мумии прошла сквозь стекло, ее костлявые пальцы сомкнулись на его запястье. Острая боль пронзила тело Ахмеду, и он почувствовал, как его жизненная сила утекает. Его зрение затуманилось, и тьма поглотила края его зрения. Он пытался бороться с этим, но холод был слишком силен, истощая его силы и волю. Когда прибыла утренняя смена, они обнаружили Ахмеда безжизненным, лежащим на полу. Его кожа сморщилась, а глаза широко открылись в последнем безмолвном крике. Это зрелище потрясло сотрудников музея, и слухи о смертельном проклятии начали распространяться как лесной пожар. Доктор Риверс знал, что действовать нужно быстро. Мумии были не просто артефактами, они были проводниками мощной и опасной силы, которая становилась сильнее с каждым днем. Он созвал экстренную встречу с доктором Нади Хасан и остальными членами его команды, чтобы разработать план по защите музея и его посетителей. «Мы не можем больше держать это в тайне», — сказала доктор Хасан с выражением беспокойства на лице. «Общественность необходимо проинформировать, и нам нужно закрыть выставку до тех пор, пока мы не сможем нейтрализовать угрозу». Джонатан кивнул. «Согласованный. Нам нужно сдержать мумий и провести более тщательное расследование. Это выходит за рамки нашего первоначального понимания проклятия. Он развивается, и нам необходимо адаптировать наш подход». Команда решила опечатать выставку и усилить меры безопасности. Они привлекли экспертов по древним проклятиям и сверхъестественным явлениям в надежде найти решение. Было объявлено о закрытии музея, и общественность призвали держаться подальше до дальнейшего уведомления. Несмотря на повышенные меры предосторожности, темные силы мумий продолжали сеять хаос. Однажды вечером группа любопытных подростков пробралась в музей, надеясь запечатлеть призраков для своих аккаунтов в социальных сетях. Вооруженные фонариками и камерами, они направились к закрытой выставке, их смех эхом разносился по пустым залам.
Когда они подошли к ящикам с мумиями, температура упала, и их фонарики замерцали. Не испугавшись, они начали снимать, взволнованно перешептываясь о потенциально вирусной славе. Внезапно воздух наполнился ощутимым чувством страха. Стекла витрин запотели, и от мумий начал исходить слабый призрачный свет. Подростки почувствовали непреодолимое чувство страха, но не могли отвести взгляд. Мумия старшей принцессы начала двигаться, ее льняные обертки зашуршали, как будто сквозь запечатанный футляр прошел ветерок. Один из подростков, мальчик по имени Сэм, подошел ближе, его камера сфокусировалась на жутком зрелище. Без предупреждения глаза мумии распахнулись, светясь неземным светом. Стекло разбилось, и сильный порыв ветра повалил Сэма на землю. Остальные подростки закричали и побежали, но двери выставки захлопнулись, заперев их внутри. Сэм попытался уползти, но рука мумии протянула руку, ее костлявые пальцы обхватили его лодыжку. Он почувствовал такой сильный холод, что обжегся, и его крики эхом разнеслись по залу. Остальные подростки с ужасом наблюдали, как тело Сэма сотряслось в конвульсиях, его жизненная сила утекала у них на глазах. Когда служба безопасности наконец прорвалась через двери, они обнаружили безжизненное тело Сэма и других подростков, забившихся в угол, травмированных и рыдающих. Сотрудники музея знали, что имеют дело с чем-то, находящимся далеко за пределами их контроля. Доктор Риверс и его команда удвоили свои усилия, консультируясь со всеми доступными экспертами и изучая все возможные пути. Они знали, что темные силы мумий становятся сильнее, а время истекает. Однажды ночью, когда они изучали древние тексты и советовались с духовными наставниками, их посетил нежданный гость. Пожилой мужчина, одетый в традиционные египетские одежды, представился как шейх Абдул-Рахман, известный духовный целитель и исследователь древних проклятий. «Я слышал о вашем тяжелом положении», — сказал шейх Абдул спокойным и ровным голосом. «Духи, с которыми вы имеете дело, не просто прокляты, они связаны мощной и древней магией. Чтобы разрушить это проклятие, вы должны понять его происхождение и провести ритуал огромной важности». Доктор Риверс внимательно слушал, как шейх Абдул объяснял историю и природу проклятия. Мумии были не просто жертвами защитного заклинания, они были стражами, которым было поручено защищать место их упокоения и мстить тем, кто его нарушил. «Чтобы умилостивить этих духов, вы должны оказать им уважение и честь», — продолжил шейх Абдул. «Вы должны воссоединить их с семьей и провести ритуал по освобождению их душ от земных уз. Только тогда темные силы будут подавлены и призраки прекратятся». Под руководством шейха Абдула команда подготовилась к ритуалу. Они собрали необходимые материалы и изучили заклинания, зная, что это их последняя надежда. Музей оставался закрытым, и публика с нетерпением ждала новостей. В ночь ритуала команда собралась в выставочном зале с тяжелым ожиданием на сердце. Шейх Абдул руководил всеми приготовлениями, его присутствие успокаивало на фоне напряжения. С приближением полуночи они начали ритуал, распевая древние слова и делая подношения духам. Воздух стал густым от энергии, температура упала, когда футляры с мумиями начали светиться. Духи проявились еще раз, их формы были призрачными и нечеткими. Но на этот раз вместо того, чтобы атаковать, они, казалось, прислушались, привлеченные силой ритуала. Команда продолжила заклинание, их голоса становились сильнее и увереннее. Вокруг мумий образовался барьер света, мерцающий энергией. Духи подошли ближе, их глаза наполнились смесью гнева и печали. Джонатан шагнула вперед, держа в руках церемониальный кинжал, украшенный древними символами. «С помощью этого кинжала мы разрываем узы, которые удерживают вас», — сказал он ровным голосом. «Мы чтим тебя и освобождаем от твоих земных уз. Идите с миром, и пусть ваши души обретут покой». С последним мощным заклинанием он вонзил кинжал в землю. Воздух наполнился светом и энергией, тени рассеялись в яркой вспышке. Сияние мумий померкло, и в зале осталась только мирная тишина. Команда стояла молча, их дыхание было прерывистым. Они сделали это. Проклятие было снято, духи успокоились. Когда они ушли, выставочный зал, первые лучи рассвета, пробивающиеся над горизонтом, они знали, что достигли чего-то выдающегося.
Они преодолели разрыв между прошлым и настоящим, принеся мир древним духам и обеспечив безопасность посетителей музея. Их путешествие еще далеко не закончилось, но они были готовы столкнуться с любыми трудностями, которые ждут впереди. Объединенные своей целью и руководствующиеся мудростью древних, они будут продолжать раскрывать тайны прошлого, чтя наследие тех, кто был раньше. Глава 5. Музей ужасов. Часть 3. Проклятие распространяется. Большой египетский музей был закрыт для публики более месяца, но проклятие мумии Тутанхамона не собиралось ослабевать. Несмотря на доблестные усилия доктора Джонатана Риверса и его команды, злобная сила, казалось, становилась сильнее, распространяя свое влияние за пределы музея на окружающий город. На улицах Каира начал разноситься шепот древней мести, а некогда шумный мегаполис охватил постоянно растущий страх. Все началось с небольших изменений. Температура вокруг музея значительно упала даже в разгар палящего египетского лета. Жители сообщали, что слышали по ночам странный, жуткий шепот, голоса, говорящие на давно забытом языке. Домашние и бездомные животные избегали этого места, их инстинкты чувствовали опасность, которую люди еще не могли осознать. Однажды вечером небольшая группа молодых археологов, жаждущих раскрыть тайны проклятия, решила отправиться в запечатанный музей. Они считали, что если смогут задокументировать сверхъестественные явления, то смогут найти способ понять и в конечном итоге снять проклятие. Вооруженные высокотехнологичным оборудованием и движимые смесью любопытства и скептицизма, они вошли в музей через скрытую служебную дверь. Пока они шли по затемненным залам, воздух становился тяжелым от дурного предчувствия. Их фонарики мерцали, отбрасывая длинные танцующие тени на древние артефакты. Чем глубже они погружались, тем сильнее становилось ощущение, что за ними наблюдают. Одна из археологов, молодая женщина по имени Сара, начала чувствовать ледяной холодок, пробегающий по ее спине, как будто невидимые пальцы касались ее кожи. В выставочном зале, где лежали мумии дочерей Тутанхамона, воздух был еще холоднее. Группа настроила свое оборудование, готовясь запечатлеть любые признаки сверхъестественного. Пока они работали, из футляров с мумиями начал исходить мягкий призрачный свет. Археологи обменялись нервными взглядами, их первоначальная бравада угасла перед лицом ощутимого напряжения. Внезапно стеклянные витрины начали вибрировать, и воздух наполнился низким, скорбным воплем. Археологи замерли, их глаза расширились от страха. Льняные покровы мумий начали распутываться, и появились призрачные формы юных принцесс, их глаза светились неземным светом. Духи поплыли к злоумышленникам, на их лицах отражалась смесь печали и ярости. Крик Сары эхом разнесся по залу, когда духи потянулись, их руки прошли сквозь ее тело. Она почувствовала приступ мучительной боли, как будто сама ее душа разрывалась на части. Остальные попытались оттащить ее, но хватка духов была слишком сильной. С последним отчаянным криком Сара безжизненно рухнула, наполовину возникла паника, когда оставшиеся археологи покинули музей, в спешке бросив свое оборудование. Они вырвались на улицы, запыхавшиеся и напуганные, распространяя информацию о том, чему они стали свидетелями. Страх города перерос в откровенную истерию, когда новости о смерти Сары и растущем проклятии распространились со скоростью лесного пожара. Следующие несколько дней были отмечены серией все более причудливых и смертоносных событий. В соседнем многоквартирном доме пожилая женщина по имени Фатима проснулась посреди ночи от звука шаркающих шагов в своей гостиной. Решив, что это грабитель, она схватила фонарик и осторожно направилась на шум. Когда она вошла в комнату, ее встретила призрачная фигура, глаза которой светились таким же неземным светом, как и у мумий. Крик Фатимы прервался, когда фигура бросилась на нее, ее ледяное прикосновение заморозило ее на месте. На следующее утро ее нашли соседи, тело было холодным и безжизненным, лицо застыло в маске ужаса. Подобные инциденты происходили по всему городу, один ужаснее предыдущего. Люди сообщали, что видели духов древних египтян, бродящих по улицам, их скорбные вопли наполняли ночной воздух. Доктор Джонатан Риверс и его команда были в тупике. Они испробовали все, что было в их силах, чтобы сдержать проклятие, но было ясно, что они имеют дело с силами, превосходящими их понимание.
Отчаяние заставило их обратиться за помощью к неожиданному источнику, к известному экстрасенсу по имени Лейла Хасан, известная своей способностью общаться с духовным миром. Лейла прибыла в музей со спокойной уверенностью, ее присутствие было маяком надежды среди хаоса. Она провела сеанс в выставочном зале, надеясь связаться с духами и понять их мотивы. Когда она вошла в транс, температура в комнате резко упала, и призрачные формы мумий появились снова. Через Лейлу духи рассказали о своих страданиях и желании мира. Они рассказали, что их волнения возникли из-за нарушения места их упокоения и разлуки с семьей. Проклятие было отчаянным защитным актом, но оно обрело собственную жизнь, подпитываемую затянувшейся печалью и яростью древних принцесс. Понимая их тяжелое положение, Лейла сообщила о намерении команды воссоединить мумии и почтить их наследие. Духи, казалось, успокоились, их сияние слегка потускнело. Это была небольшая победа, но она дала Джонатану и его команде новую цель. Они немедленно приступили к работе, готовясь переместить мумии в недавно построенную священную гробницу, предназначенную в честь Тутанхамона и его семьи. Этот процесс был чреват опасностью, поскольку влияние проклятия все еще сохранялось, но команда упорствовала, движимая осознанием того, что это их единственный шанс положить конец кошмару. Когда мумии осторожно перевезли к новому месту упокоения, город затаил дыхание. На улицах стояла устрашающая тишина, привычный шум и суета сменилась тревожной тишиной. Наконец, мумии были похоронены в новой гробнице, и был проведен мощный ритуал, чтобы запечатать проклятие и принести мир беспокойным духам. В последующие дни температура нормализовалась, а жуткий шепот исчез. Души дочерей Тутанхамона наконец обрели покой, а их трагическая история стала острым напоминанием о силе любви и последствиях беспокойства прошлого. Большой египетский музей вновь открылся с новым чувством почтения к хранившимся в нем древним артефактам. Посетители встречали мемориальной доской, рассказывающей историю мумий и проклятия, что является свидетельством неприходящего наследия Тутанхамона и его семьи. Город Каир медленно возвращался к нормальной жизни, но память о смертельных столкновениях и распространяющемся проклятии сохранялась в умах его жителей на долгие годы. Доктор Джонатан Риверс и его команда продолжили свою работу, теперь с более глубоким уважением к древним духам, которых они изучали. Они знали, что прошлое хранит множество тайн и что грань между историей и сверхъестественным зачастую тоньше, чем они когда-либо могли себе представить. Глава 6. Побег и финальная конфронтация. Часть 1. Отчаянные меры. Солнце опустилось за горизонт, отбрасывая тень на Большой египетский музей, пока доктор Джонатан Риверс и его команда ютились в импровизированном командном центре, который они создали в офисе куратора. Прошедшие недели были мучительным испытанием, наполненным неумолимыми призраками, необъяснимыми явлениями и надвигающейся угрозой проклятия, которое распространило свои темные щупальца по всему городу. Когда наступила ночь, в комнате воцарилась гнетущая тишина, нарушаемая лишь редким гудением оборудования. Джонатан провел рукой по растрепанным волосам, на его лице отразилось изнеможение и решимость. «Нам нужен новый подход», — сказал он хриплым от бессонницы голосом. «Все, что мы пробовали до сих пор, только еще больше разозлило духов». Лейла Хасан, экстрасенс, сыгравший важную роль в общении с древними духами, торжественно кивнула. Духи семьи Тутанхамона связаны могущественной магией. Чтобы разрушить проклятие, нам нужно понять его происхождение и найти способ обратить его вспять. Профессор Махмуд, старший египтолог музея, перебирал стопку древних текстов и свитков, над которыми они корпели несколько дней. «Наверное, нам чего-то не хватает», — пробормотал он. «Какая-то подсказка, какой-то ритуал, который сможет умилостивить духов и положить конец этому кошмару». Когда команда углубилась в свои исследования, Лейла закрыла глаза и начала медитировать, надеясь получить руководство из духовного мира. Воздух в комнате стал холоднее, и тишину наполнил слабый шепот. Глаза Лейлы резко открылись, ее взгляд был напряженным и сосредоточенным. «Я видела видение», — сказала она, и в ее голосе звучала настойчивость. «Проклятие можно снять, только воссоединив мумии семьи Тутанхамона и выполнив священный ритуал, затерянный во времени. Но для этого мы должны вернуть древний артефакт, известный как Ангмелад,
который содержит ключ к снятию проклятия. Брови Джонатана сосредоточенно нахмурились. Анкмаата. Я читал об этом. Говорят, что это могущественный талисман, олицетворяющий баланс и справедливость. Но его не было на протяжении веков. Профессор Махмуд наклонился вперед, его глаза сияли от волнения. В старых архивах есть упоминание о банке. Согласно легенде, он был спрятан в секретной комнате в Долине Царей, месте, о котором знали только самые доверенные жрецы того времени. Будучи преисполненной решимости покончить с проклятием раз и навсегда, команда быстро сформулировала план. Они отправятся в Долину Царей и будут искать потайную комнату, руководствуясь древними текстами и экстрасенсорными способностями Лейлы. Путешествие было опасным, но это была их единственная надежда. На следующее утро Джонатан, Лейла, профессор Махмуд и избранная группа археологов и сотрудников службы безопасности отправились в Долину Царей. Перед ними простирался пустынный ландшафт, яркое напоминание о ходе времени, неприходящем наследии Древнего Египта. Подойдя к долине, команда почувствовала давление истории, и в их сердцах поселилось дурное предчувствие. Используя древние тексты в качестве руководства, команда перемещалась по лабиринтным проходам и скрытым камерам долины. Часы превратились в дни, пока они тщательно искали улики, их решимость была непоколебимой, несмотря на растущие трудности. Угнетающая жара, коварная местность и постоянное ощущение, что за ними наблюдают, взяли свое, но они продолжали идти, движимые безотлагательностью своей миссии. На третий день психические чувства Лейлы привели их в укромное место в долине, где они обнаружили потайной вход, скрытый столетиями песка и камней. Когда они покинули вход, чувство предвкушения наполнило воздух. Вот оно, потайная комната, содержащая ключ к снятию проклятия. Комната была темной и затхлой, наполненной остатками древних ритуалов и отголосками давно забытых молитв. В центре комнаты стоял каменный постамент, на котором покоился Анкмаат. Талисман сиял потусторонним светом, его замысловатая резьба и символы излучали силу и древнюю мудрость. Когда Джонатан осторожно поднял Анк с места, где он лежал, по комнате разнесся низкий грохот. Стены, казалось, пульсировали энергией, а воздух стал густым от присутствия невидимых сил. Команда знала, что у них мало свободного времени. Они быстро вернулись на поверхность, имея Анкмаат в безопасности. Вернувшись в Большой египетский музей, команда приготовилась к заключительному ритуалу. Они собрали мумии семьи Тутанхамона, поместив их в священный круг в выставочном зале. Лейла с Анкмаат в руке стояла в центре, готовая провести ритуал, который положит конец проклятию. Когда ритуал начался, в комнате похолодало, и призрачные формы древних духов появились снова. Их глаза светились смесью надежды и печали, когда Лейла читала древнее заклинание и призывала силу Ангха. Воздух затрещал от энергии, и мумии начали светиться неземным светом. Джонатан и другие с трепетом наблюдали, как духи семьи Тутанхамона тянулись к Анку, их формы сливались в единый сияющий луч света. Гнетущая тяжесть проклятия исчезла, сменившись ощущением мира и спокойствия. Ритуал достиг своего апогея, и с последней вспышкой света духи исчезли, и их долгое путешествие наконец подошло к концу. Мумии покоились, их души освободились от уз проклятия. Анкмаат, выполнив свою задачу, потускнел и вернулся в исходное состояние. Команда вздохнула с облегчением, их испытания наконец закончились. Они столкнулись с невообразимыми ужасами и раскрыли древние тайны, но в конце концов одержали победу. Проклятие Тутанхамона было снято, и души его семьи обрели покой. Выйдя из выставочного зала, когда первые лучи рассвета появились над горизонтом, они поняли, что достигли чего-то выдающегося. Они преодолели разрыв между прошлым и настоящим, принеся мир древним духам и обеспечив безопасность посетителей музея. Их путешествие еще далеко не закончилось, но они были готовы столкнуться с любыми трудностями, которые ждут впереди. Объединенные своей целью и руководствующиеся мудростью древних, они будут продолжать раскрывать тайны прошлого, чтя наследие тех, кто был раньше. Глава 6. Побег и финальное противостояние. Часть 2. Противостояние мумиям. Большой египетский музей никогда еще не выглядел более зловещим.
Тени танцевали в лунном свете, создавая иллюзию движения там, где его не было, а воздух был наполнен почти осязаемым чувством страха. Доктор Джонатан Риверс, Лейла Хасан, профессор Махмуд и остальные члены их команды стояли у входа в выставочный зал, их дыхание было прерывистым, а нервы натянуты. Внутри с жуткой элегантностью были разложены мумии семьи Тутанхамона, их древние обертки все еще сохраняли формы мертвых. Эти мумии были источником проклятия, и преследующие их призраки довели команду до грани безумия. Теперь пришло время напрямую противостоять источнику их террора. «Мы готовы?» – спросил Джонатан ровным, но тихим голосом. Он взглянул на каждого члена команды, выискивая любые признаки колебания. Ни один из них не выказывал внешнего страха, но напряжение в их глазах было безошибочным. Лейла крепко сжала Ангмаат, ее костяшки пальцев побелели. «Это наш единственный шанс», — сказала она. «Духи привязаны к этим телам. Мы должны провести ритуал, чтобы воссоединить их души и снять проклятие». Команда двинулась вперед как единое целое, их шаги эхом отдавались в огромном зале. Они выстроились в круг вокруг мумий, причем каждый занял свою позицию с торжественностью, соответствующей серьезности ситуации. Лейла стояла в центре, Ангмаат держал вверху. «Начинайте заклинание», — приказал профессор Махмуд почти шепотом. Лейла закрыла глаза и начала петь на языке, столь древнем, что его слова, казалось, резонировали с самими камнями музея. Пока она говорила, воздух вокруг них становился холоднее, и низкий гул наполнял зал, как будто сама ткань реальности менялась силой ее слов. Мумии начали шевелиться. Сначала это было просто легкое движение, подергивание пальца, сдвиг конечности. Но затем один за другим они начали подниматься, их глаза светились неестественным светом. Команда с ужасом и восхищением наблюдала, как стоят мумии, их тела оживляются древней и злобной силой. «Продолжайте петь», — настаивал Джонатан, его голос дрожал от усилий сохранять спокойствие. Голос Лейлы становился громче и настойчивее, когда она держала Ангмаат высоко над головой. Артефакт светился ярким светом, отбрасывая длинные тени по комнате. Мумии отпрянули, их движения стали более хаотичными и бешеными. Воздух был наполнен какофонией неземных воплей, голосов древних духов, кричащих в тоске и ярости. Температура продолжала падать, и команда могла видеть, как их дыхание запотевает в воздухе. Внезапно одна из мумий бросилась на Лейлу, ее разложившиеся руки потянулись, чтобы схватить ее. Джонатан прыгнул вперед, размахивая самодельным факелом, который он приготовил ранее. Он замахнулся им на мумию, пламя заставило ее отшатнуться и отступить. «Мы должны их сдержать!» Он крикнул. «Лейле нужно больше времени!» Команда сформировала защитный круг вокруг Лейлы, используя все имеющиеся у них инструменты, чтобы отбиваться от наступающих мумий. Профессор Махмуд держал в руках древний посох, его иероглифы слабо светились, как будто отвечая на угрозу. Другие члены команды использовали факелы, лопаты и даже фрагменты сломанных артефактов, чтобы держать мумий на расстоянии. Пение Лейлы стало еще громче, ее голос стал мощным маяком среди хаоса. Ангмаат пульсировал энергией, его свет становился ярче с каждым мгновением. Мумии взвыли от боли, их тела замерцали, когда сила ритуала начала действовать. Одна из мумий, более крупная и внушительная, чем остальные, прорвала оборонительную линию. Он потянулся к Джонатану со скоростью, которая противоречила его древнему виду. Джонатан увернулся, изо всех сил размахивая факелом. Пламя охватило обертки мумии, и она загорелась, корчась в агонии, прежде чем рухнуть в тлеющую кучу. «Мы почти там!» — воскликнула Лейла, ее голос был полон отчаяния и надежды. «Еще немного!» Мумии были неумолимы, их атаки становились все более яростными по мере того, как ритуал приближался к кульминации. Команда сражалась доблестно, но напряжение начало проявляться. Их кожу покрывали порезы и синяки, а движения замедлялись от усталости. Наконец, с последним торжествующим криком Лейла завершила заклинание. Ангмаат вспыхнула ослепительным светом, и из него вырвалась ударная волна энергии, пронесшаяся по залу. Мумии откинулись назад, их тела превратились в безжизненные груды, когда их омыл свет. Вой прекратился, сменившись глубокой тишиной.
Гнетущая тяжесть проклятия рассеялась, и воздух стал теплее. Команда стояла в ошеломленном молчании, их дыхание было прерывистым. «Все кончено», – прошептала Лейла, опуская Ангмаат. Она покачнулась на ногах, и Джонатан бросился ее поддержать. «Ты сделала это», – сказал он, его голос был полон благоговения и облегчения. «Ты снял проклятие». Лейла слабо кивнула, ее силы были почти на исходе. Теперь духи умиротворены. Наконец-то они могут отдохнуть. Команда собралась вокруг, на их лицах отразилась смесь облегчения и недоверия. Они столкнулись с невообразимыми, вышли победителями. Мумии лежали неподвижно, их угроза наконец исчезла. Когда первые лучи рассвета начали проникать в окна выставочного зала, команда вышла наружу, их шаги были тяжелыми от усталости, но их сердца светились от осознания того, что они добились успеха. Проклятие Тутанхамона было снято, и души его семьи обрели свободу. Джонатан оглянулся на музей, фасад которого теперь был залит теплым светом восходящего солнца. Это был новый день, новое начало, и наследие древних фараонов будет продолжать вдохновлять и трепетать, но больше не преследовать. Это испытание создало между ними связь общего ужаса и триумфа. Они столкнулись с тьмой прошлого и вышли на свет, их дух не сломился. Вместе они продолжат исследовать тайны истории, с вновь обретенным уважением к силе и опасностям древнего мира. Глава 6. Побег и финальное противостояние. Часть 3. Жертва и триумф. Большой египетский музей, хотя сейчас и тихий, казалось, затаил дыхание в ожидании последних моментов борьбы. Команда, избитая и утомленная, стояла среди павших мумий, их тело и разум были доведены до предела. Битва была долгой и трудной, и хотя им удалось временно подчинить проклятые мумии, злобная энергия проклятия все еще сохранялась, угрожая пробудить ужасы, с которыми они только что столкнулись. Доктор Джонатан Риверс, Лейла Хасан, профессор Махмуд и другие собрались вокруг центральной выставки, где лежали мумии семьи Тутанхамона. Воздух был наполнен ощущением приближающейся окончательности. Ангмаат все еще слабо светился в руках Лейлы, но его сила ослабевала, и все знали, что необходимо более постоянное решение, чтобы гарантировать, что проклятие действительно снято. «Мы должны снять проклятие раз и навсегда», — сказал Джонатан твердым голосом, несмотря на усталость, отразившуюся на его лице. «Одного ритуала будет недостаточно. Нам нужно обеспечить, чтобы духи обрели вечный покой». Профессор Махмуд согласно кивнул, его лицо было бледным, но решительным. Существует древний текст, в котором говорится о последнем жертвоприношении, которое связывает духов с загробной жизнью и не дает им вернуться. Это опасно, но, возможно, это наша единственная надежда. Лейла подняла глаза, в ее глазах отражалась смесь решимости и страха. «Что это влечет за собой?» – тихо спросила она. «В тексте говорится о жизни, добровольно отданной, чтобы преодолеть пропасть между живыми и мертвыми», — пояснил Махмуд. «Жертвоприношение, которое направляет энергию живых, чтобы направить духи на покой». Тяжелая тишина повисла над группой, когда сила его слов дошла до сознания. Они зашли так далеко, сражались так упорно, и теперь одному из них придется принести высшую жертву, чтобы обеспечить свою победу. «Я сделаю это», — сказала Лейла, ее голос был твердым, несмотря на дрожь в руках. «Я был связан с этим проклятием с самого начала. Вполне уместно, что я доведу его до конца». «Нет», — твердо сказал Джонатан, выходя вперед. «Это должен быть я. Я лидер этой команды. Это моя ответственность». «Джонатан», — мягко сказала Лейла, — «тебе есть ради чего жить. Дома тебя ждет семья. Позволь мне сделать это». Я посвятила свою жизнь изучению этих древних текстов. Я знаю, чем рискую, и я готов встретиться с ними лицом к лицу. Команда смотрела на них, на их лицах отражалась смесь печали и восхищения храбростью Лейлы. Джонатан боролся с этим решением, его сердце было тяжело от мысли о потере ценного коллеги и друга. «А вы уверены?» – спросил он наконец, его голос был едва громче шепота. Лейла кивнула, на ее губах заиграла маленькая грустная улыбка. «Да, это мой выбор. Именно так я могу изменить ситуацию». Профессор Махмуд шагнула вперед, его глаза блестели от непролитых слез. «Спасибо, Лейла.
твоя жертва не будет напрасной. Мы позаботимся о том, чтобы проклятие было снято и духи обрели покой». Глубоко вздохнув, Лейла расположилась в центре выставки, крепко держа в руках Анкмат. Остальные члены команды образовали вокруг нее круг, их руки соединились в знак солидарности. Профессор Махмуд начал петь, его голос резонировал с древней силой слов. Лейла закрыла глаза и сосредоточилась на энергии Анка, чувствуя, как ее тепло распространяется по ее телу. Она тоже начала петь, ее голос сливался с голосом Махмуда в гармоничной симфонии, наполнившей зал. По ходу ритуала мягкий, неземной свет окутывал Лейлу, становясь ярче с каждым мгновением. Воздух потрескивал от энергии, и комната, казалось, мерцала, поскольку границы между живыми и мертвыми начали стираться. Голос Лейлы стал сильнее и увереннее, когда она влила свою жизненную силу в Анг. Мумии снова начали шевелиться, но на этот раз их движения не были резкими. Вместо этого их, казалось, тянуло к свету, их формы растворялись в мерцающие частицы, которые кружились вокруг Лейлы. Энергия в комнате усилилась, и команда почувствовала, как сила проклятия втягивается в Анг. Тело Лейлы начало светиться потусторонним светом, ее форма стала полупрозрачной, когда энергия поглотила ее. С последним мощным заклинанием Лейла высвободила энергию Ангха, послав ударную волну по залу. Формы мумий полностью распались, их души освободились из схватки проклятия. Свет, окутывающий Лейлу, стал ослепительно ярким и с последней сияющей вспышкой рассеялся, оставив после себя жуткую тишину. Команда стояла в ошеломленном молчании, с тяжелым сердцем от потери друга и коллеги. Гнетущая тяжесть проклятия исчезла, сменившись глубоким чувством покоя. Воздух был теплым и неподвижным, музей вернулся к своей обычной тишине. Джонатан шагнула вперед, его глаза были устремлены на то место, где только что стояла Лейла. «Она сделала это», – прошептал он, и в его голосе звучала смесь благоговения и печали. «Она нас всех спасла». Профессор Махмуд с мрачным выражением лица положил руку Джонатану на плечо. «Ее жертву будут помнить». Она гарантировала, что духи семьи Тутанхамона обретут вечный покой. Команда медленно вышла из выставочного зала, их шаги были тяжелыми от усталости и горя. Когда они вышли из музея, первые лучи рассвета начали появляться над горизонтом, заливая древние камни теплым светом. Джонатан оглянулся на музей, его сердце наполнилось смесью печали и благодарности. Жертва Лейлы не была напрасной. Проклятие было снято, и духи были свободны. Они одержали победу, но дорогой ценой. Команда собралась снаружи, восходящее солнце отбрасывало позади них длинные тени. Они столкнулись с невообразимыми ужасами и вышли победителями, их связь была выкована в тигле общего испытания. Они унесут с собой память о жертве Лейлы, напоминание о силе мужества и самоотверженности. Стоя в лучах рассвета, Джонатан знал, что их работа еще далека от завершения. Предстояло еще раскрыть тайны, истории, которые нужно было изучить, и древние проклятия, которые нужно уважать. Но на данный момент они заслужили минуту мира, момент, чтобы вспомнить друга, которого они потеряли, и победу, которую они достигли. Вместе они будут продолжать чтить наследие прошлого, воплощая в жизнь уроки, которые они извлекли. И они никогда не забудут жертву, которая сделала возможным их триумф. Глава 7. Разрешение и последствия. Часть 1. Воссоединение и мир. Утреннее солнце ярко светило над Каиром, придавая золотистый оттенок шумному городу. Большой египетский музей считался памятником богатой истории страны, но сегодня он также стал свидетельством мужества и самопожертвования тех, кто противостоял древнему проклятию, поразившему страну. Воздух был наполнен ощущением спокойствия и завершенности, когда команда археологов и исследователей собралась для заключительного акта своего путешествия. Доктор Джонатан Риверс, теперь несущий бремя своих побед и поражений, шел впереди по большим залам музея. Выставка, посвященная Тутанхамону и его семье, была тщательно отреставрирована, при этом каждый артефакт был тщательно размещен в честь наследия фараона. Мумии Тутанхамона, Анхесинамона и двоих их детей лежали в своих саркофагах и наконец успокоились. Подойдя к выставке, Джонатан остановился, размышляя о путешествии, которое привело их сюда.
Битва против проклятия была мучительной, наполненной моментами ужаса и отчаяния. Но в конце концов они победили, и духи древней семьи теперь обрели покой. Профессор Махмуд присоединился к Джонатану с выражением тихого созерцания. «Все кончено», — сказал он тихо. «Проклятие снято, и духи успокоились». Джонатан кивнул, его взгляд был устремлен на безмятежные лица мумий. «Спасибо, Лейли», — ответил он, и в его голосе прозвучала грусть. Она принесла высшую жертву, чтобы обеспечить этот мир. Воспоминания о последних моментах жизни Лейлы все еще тяжело давили на команду. Ее храбрость и самоотверженность стали ключом к снятию проклятия, а ее потеря стала раной, заживление которой займет время. Но стоя перед древними останками, они знали, что ее жертва не была напрасной. К ним присоединилась остальная команда, образовав круг вокруг выставки. Каждый участник нес на себе шрамы своих испытаний, как физические, так и эмоциональные, но они были объединены общей целью. Вместе они столкнулись с тьмой прошлого и вышли победителями. Профессор Махмуд начал читать молитву, его голос был ровным и благоговейным. Это была молитва за умерших, просьба к их душам обрести покой в загробной жизни. Команда склонила головы, их сердца наполнились смесью печали и благодарности. Когда молитва закончилась, в комнате воцарилась глубокая тишина. Это было молчание, наполненное уважением к древним духам Лейли, чья жертва сделала этот момент возможным. Воздух казался светлее, как будто сама атмосфера была очищена от сохраняющейся злобы проклятия. Джонатан шагнула вперед, поставив у подножия саркофага Тутанхамона небольшую, искусно вырезанную статую Маат, богини истины и равновесия. Это был символ восстановленного ими баланса, дань древней мудрости, которая направляла их. «Пусть вы обретете покой в загробной жизни», — тихо сказал Джонатан, обращаясь к фараону и его семье. «Ваше наследие будет чтиться, и вашу историю будут помнить». Команда стояла в тихом размышлении, каждый погруженный в свои мысли. Они столкнулись лицом к лицу со сверхъестественным, с бременем истории и силой древних проклятий. И благодаря всему этому они обнаружили силу своей решимости и нерушимые узы своей дружбы. Когда они повернулись, чтобы покинуть выставку, их охватило чувство закрытости. Музей, когда-то место призраков и ужасов, теперь стал святилищем истории и воспоминаний. Духи семьи Тутанхамона воссоединились, и их души теперь могли покоиться с миром. Снаружи в Каире кипела жизнь, повседневные звуки торговли и разговоров резко контрастировали с тишиной музея. Команда вышла на солнечный свет, моргая от яркого света. Они прошли через испытания, которые мало кто мог себе представить, и тем не менее, они вышли на другую сторону более сильными и сплоченными. Профессор Махмуд положил руку Джонатану на плечо, жест товарищества и взаимного уважения. «Мы сделали это», — просто сказал он. Джонатан кивнул, и на его губах заиграла легкая улыбка. «Да, мы это сделали. И теперь мы продолжаем чтить прошлое и защищать его наследие». Пробираясь по городу, каждый член команды ощущал чувство обновления. Они столкнулись с тьмой и вышли на свет, их дух воодушевился победой и осознанием того, что они изменили ситуацию. Для Джонатана это путешествие было глубоким. Он начинал как руководитель археологической экспедиции, движимый любопытством и желанием раскрыть прошлое. Но он стал хранителем истории, осознавая хрупкий баланс между открытиями и уважением к древнему миру. Жертва Лейла всегда будет частью их истории, напоминанием о мужестве и преданности делу, необходимых для встречи с неизвестным. Ее наследие будет жить в работе, которую они продолжат, в рассказанных ими историях и в сердцах тех, кто ее помнит. Когда команда разошлась, каждый направился к следующему пункту назначения. Джонатан почувствовал, как в нем поселилось чувство цели. Предстояло еще раскрыть тайны, еще предстояло исследовать истории. Но теперь он знал, что они смогут справиться с любыми предстоящими трудностями, вооружившись знанием того, что они уже преодолели величайший из невзгод. Большой египетский музей стал маяком истории и наследия, свидетельством неприходящего наследия Тутанхамона и его семьи. И в его стенах духи прошлого могли наконец отдохнуть. Их история была рассказана, их проклятие снято и их мир обеспечен. Солнце поднялось выше в небе, заливая город своим теплым светом.
И пока команда шла навстречу своему будущему, они несли с собой уроки прошлого, силу своего единства и неприходящую надежду на предстоящее путешествие. Глава 7. Решение и последствия. Часть 2. Наследие и размышления. Большой египетский музей кипел новой целеустремленностью и энергией. Залы, когда-то наполненные гнетущим чувством страха, теперь были наполнены гулом посетителей, ученых и студентов, жаждущих узнать о богатом гобелене истории Египта. Проклятие, когда-то омрачавшее музей, было снято, и на его месте появилось глубокое уважение к древним духам и жертвам, принесенным в их честь. Доктор Джонатан Риверс стоял у входа в недавно посвященное крыло музея, наблюдая, как группа студентов восхищается артефактами из гробницы Тутанхамона. Выставка была тщательно подготовлена не только для того, чтобы продемонстрировать величие сокровищ, но и для того, чтобы рассказать историю молодого фараона, его любимой королевы Анхесинамона и их детей. Это была история любви, трагедии и неприходящего наследия семьи, чьи узы преодолели время и смерть. Наблюдая за посетителями, Джонатан не мог не задуматься о путешествии, которое привело их в этот момент. Битва против древнего проклятия была мучительной, но она также имела преобразующий характер. Это изменило их взгляд на свою работу, наполнив ее более глубоким чувством почтения и ответственности. Профессор Махмуд подошел с задумчивым выражением лица. «Это замечательно, не так ли? Снова увидеть музей, полный жизни». Джонатан кивнул. «Это свидетельство того, чего мы достигли. Мы не только сохранили историю, но и чтили духов, которые ее охраняют». Махмуд улыбнулся и позаботился о том, чтобы жертва Лейлы не была напрасной. Память о Лейле была постоянным напоминанием о мужестве и самоотверженности, которые разрушили проклятие. Ее наследие жило в музее не только в экспонатах, но и в сердцах тех, кто ее знал. Команда учредила стипендию ее имени, предназначенную для поддержки молодых археологов, которые разделяли ее страсть и преданность делу. Музей также инициировал серию образовательных программ, направленных на обучение посетителей важности уважения древних культур. Семинары, лекции и интерактивные показы были разработаны, чтобы способствовать более глубокому пониманию богатой истории Египта и необходимости защиты его наследия. Во время осмотра выставки к Джонатану и Махмуду присоединились несколько членов их команды. Каждый из них поделился своими размышлениями о путешествии и извлеченных уроках. Для них музей был больше, чем просто место работы, это был символ их общего опыта и связи, которую они создали через невзгоды. Доктор Надин Картер, ведущий реставратор команды, остановилась перед витриной со статуями Тутанхамона и Анхесинамона. «Каждый раз, когда я вижу это, мне вспоминается история любви, которая лежит в основе всего этого», — сказала она. «Это история, которая находит отклик в веках». Джонатан кивнул. «И тот, который напоминает нам, почему мы делаем то, что делаем. Речь идет не только о раскрытии прошлого, но и о сохранении человеческих историй, которые объединяют нас всех». Команда продолжила прогулку, проходя по различным разделам выставки. Каждый артефакт, от позолоченных колесниц до замысловатых украшений, рассказывал часть истории. Но наибольшее внимание привлекли мумии королевской семьи, теперь мирно воссоединившейся. Их безмятежные выражения лиц, казалось, выражали чувство благодарности, как бы признавая усилия по сохранению уважения к их наследию. Профессор Махмуд остановился перед выставкой мумий, его взгляд задержался на лицах детей. «В каком-то смысле они тоже стали частью нашей истории», — сказал он. «Их жизнь, их смерть и проклятие, которое их связало, все это переплетено с нашим собственным путешествием». Джонатан согласился. «И эту историю будут продолжать рассказывать, вдохновляя будущее поколение уважать и защищать наше общее наследие». Когда день подошел к концу, команда собралась во дворе музея на небольшую церемонию. Это был момент, чтобы почтить их достижения и поразмышлять о пути, который их ждет впереди. Джонатан вышел вперед, чтобы обратиться к группе, его голос нес в себе вес их коллективного опыта. «Мы столкнулись с невероятными проблемами и принесли огромные жертвы», — начал он. «Но несмотря на все это, мы придерживались принципов нашей работы, раскрывать правду, чтить прошлое и защищать наследие тех, кто был до нас. Этот музей является свидетельством этих принципов,
а также стойкости и преданности нашей команды. Он оглядел лица своих коллег, каждая из которых отражала пройденное ими путешествие. Мы поняли, что история – это не только артефакты и даты. Речь идет об историях, людях и связях, которые нас связывают. Двигаясь вперед, давайте усвоить эти уроки с собой, гарантируя, что наша работа продолжит чтить и уважать богатое полотно человеческой истории. Церемония завершилась минутой молчания в честь Лейлы и всех, кто внес свой вклад в их путешествие. Когда солнце закатилось над Каиром, команда почувствовала новую цель. Они столкнулись с тьмой и стали сильнее, их узы нерушимы, их решимость непоколебима. В последующие дни и недели музей процветал. Посетители со всего мира приезжали, чтобы увидеть сокровища Тутанхамона, узнать о наследии фараона и услышать невероятную историю команды, столкнувшейся с древним проклятием. Образовательные программы расширились, воспитав новое поколение археологов и историков, посвятивших себя сохранению наследия Египта. Джонатан продолжил свою работу с чувством удовлетворения. Он читал лекции, писал статьи и был наставником молодых ученых, всегда подчеркивая важность уважения и почтения к прошлому. История их путешествия стала краеугольным камнем его учения, напоминанием о силе истории и неприходящем наследии тех, кто стремится раскрыть ее истины. Профессор Махмуд также обрел новое чувство цели. Он сотрудничал с музеями и университетами, делясь их опытом и выступая за сохранение культурного наследия. Его работа позволила ему объехать весь мир, но его сердце осталось с музеем и командой, которые стали его второй семьей. Доктор Надин Картер и остальные члены команды продолжили свои исследования и усилия по сохранению, всегда помня об уроках, которые они извлекли. Они разработали новые методы сохранения артефактов, гарантируя, что будущее поколение смогут увидеть чудеса прошлого Египта. Их работа была свидетельством их самоотверженности и наследия тех, кто был до них. Шли годы, история проклятия и победы команды сама по себе стала легендой. Это была история, рассказанная в классах, музеях и у костров, история о храбрости, самопожертвовании и нерушимых узах дружбы. Это была история, которая напомнила людям о силе истории и важности ее сохранения для будущих поколений. Большой египетский музей стал маяком этого наследия, местом, где сходились прошлое и настоящее, где историю не просто помнили, но и чтили. И в его стенах духи Тутанхамона и его семьи обрели вечный покой, их история рассказана, их наследие чтится. Для Джонатана и его команды это путешествие имело преобразующий характер. Они столкнулись с неизведанным, столкнулись с древними силами и пришли к более глубокому пониманию мира и своего места в нем. Их история была свидетельством неприходящей силы любви, стойкости человеческого духа и важности уважения к прошлому. И поэтому, когда солнце всходило и садилось над Каиром, музей продолжал процветать, являясь живым свидетельством наследия Тутанхамона и команды, раскрывшей его историю. Это было наследие, которое останется навсегда, вдохновляя будущее поколение искать прошлое, чтить его истории и защищать его сокровища. Эпилог. Пустынные пески Египта, вечные и неизменные, нашептывали древние тайны под резким золотым светом полуденного солнца. Эти пески видели взлеты и падения империй, были свидетелями величия фараонов и скрывали тайны прошлых веков. Среди этих тайн была история Тутанхамона, молодого фараона, чье наследие переплелось с современным миром одновременно чудесным и устрашающим образом. Большой египетский музей, ставший теперь символом стойкости и уважения к истории, гордо стоял на этом вневременном фоне. Внутри по его залам бродили посетители со всего земного шара, любуясь реликвиями цивилизации, некогда процветавшей на берегах Нила. Выставка, посвященная Тутанхамону, Анхесенамону и их детям, была в центре внимания, привлекая любопытных к жизни фараона и захватывающая история о проклятии, которая когда-то преследовала музей. Доктор Джонатан Риверс, теперь известный деятель в области египтологии, спокойно стоял в главной галерее выставки. Тщательно расставленные артефакты рассказывали историю не только короля, но и семьи, связанной любовью и трагедией. Его глаза задержались на безмятежных лицах воссоединившихся мумий, их выражения наконец-то успокоились. Путь к этому моменту был трудным, полным опасностей и жертв, но он также имел глубокие преобразования.
Рядом с ним профессор Махмуд Эль-Амин наблюдал ту же сцену. Его мысли повторяли мысли Джонатана. Они прошли долгий путь с тех первых дней волнения и страха, раскапывая песок в поисках гробницы Тутанхамона. Проклятие, которое когда-то нависло над ними, темное и угрожающее, было снято, оставив после себя уроки, выходящие за рамки академических. Оно научило их уважению, смирению и силе истории. Музей процветал с тех пор, как проклятие было снято, став маяком образования и сохранения. Стипендия имени Лейлы уже помогла многим молодым археологам продолжить свое увлечение, гарантируя, что ее наследие будет жить в сердцах и умах тех, кто пошел по ее стопам. О ее мужестве и самопожертвовании вспоминали не только в мемориалах, но и в активной, постоянной работе, которая определила миссию музея. Группа студентов собралась вокруг одной из витрин, их лица светились любопытством и удивлением. Джонатан улыбнулся, слушая, как гид рассказывает историю о любви Тутанхамона к Анхесенамону и трагической судьбе их детей. Это была история, которая вызвала глубокий отклик, напоминание о человеческих связях, охватывающих тысячелетия. По ходу тура Джонатан повернулся к Махмуду. «Это невероятно, не правда ли? Видеть, как эти истории до сих пор очаровывают и вдохновляют». Махмуд кивнул. «Это напоминает нам, почему мы делаем эту работу. Речь идет не только об артефактах, речь идет о жизнях, которые они представляют, и уроках, которые они нам преподают». Они прошли через галерею, проходя мимо экспозиций, демонстрирующих обширные исследования и усилия по сохранению этих сокровищ. Проклятие послужило катализатором большей части этой работы, заставив их внедрять инновации и сотрудничать так, как они раньше не делали. Это сблизило их как команду, создав узы, которые продлятся всю жизнь. В тихом уголке музея готовилась новая экспозиция. Он был посвящен современным героям, которые столкнулись с проклятием и одержали победу. Фотографии команды, включая Лейлу, были выставлены рядом с артефактами из их путешествия. Это было горьким напоминанием о человеческой цене их открытий и о храбрости, которая помогла им пережить самые темные времена. Когда солнце начало садиться, заливая город теплым светом, Джонатан и Махмуд оказались на террасе музея. Вид на Каир с пирамидами вдалеке захватывал дух. Это был город контрастов, где древность и современность сосуществовали в динамичном гобелене. «Мы сделали здесь нечто экстраординарное», — тихо сказал Джонатан. «Мы преодолели разрыв между прошлым и настоящим, гарантируя, что истории тех, кто был до нас, будут помнить и чтить». Махмуд улыбнулся. «И мы показали, что история — это не просто серия дат и событий, а совокупность человеческого опыта, который продолжает формировать наш мир». Эпилог их путешествия был не концом, а началом. Это ознаменовало начало новой главы, в которой уроки прошлого определяли их будущие усилия. Музей продолжит оставаться местом обучения, открытий и почитания, свидетельством неприходящей силы истории. С наступлением ночи огни музея освещали статуи и экспонаты, отбрасывая длинные тени, которые, казалось, танцевали в тишине. Духи Тутанхамона, Анхесенамона и их детей были в мире, их история рассказана, а их наследие в безопасности. Для Джонатана, Махмуда и их команды работа будет продолжаться, движимая той же страстью и уважением, которые помогли им преодолеть самые трудные испытания. В тишине вечера Джонатан окинул взглядом город и прошептал молчаливое обещание духам, которых они чтят и понимают. Их путешествие было путешествием открытий и преобразований, и оно будет продолжать вдохновлять и просвещать тех, кто ходил по залам Большого египетского музея, на протяжении многих поколений. Конец. Спасибо, что подписались на наш подкаст. Если вам понравилось наше исследование призраков, мифических существ и городских легенд, поделитесь им с друзьями. Не забудьте подписаться, чтобы увидеть больше захватывающих серий. До новых встреч, мои любимые слушатели!